Хочу делать игру про рыцарей, потому что мне нравится образ человека на коне в латах. Все. Вы никому не обязаны в этом отчитываться. И дальше возникает такой магический момент. Просто запишите эту фразу. А дальше через запятую напишите «потому что». Вот почему вам нравится образ человека на коне и в латах? Возможно, тут вы действительно займетесь каким-то небольшим таким самоанализом, вспомните свое детство, да, кому-то, может, в детстве там понравился роман Айвенго, а кто-то из вас посмотрел там серию «Игры престолов», и вы помните, да, вот какие-то эпизоды, почему человек на латах и в конях вот кажется вам таким привлекательным образом. Потому что он тяжелый, потому что он несокрушимый, потому что за забралом не видно лица. Почему? Может быть, вам нравится какая-то монументальность этого образа, там, когда один всадник, там, закованный в броню, может расправиться с отрядом легкой пехоты. Вот это потому, что, да, оно как раз и подводит вас к проблеме тоже. Вы сразу начинаете понимать, какая проблема стоит за рыцарем. Рыцарь трудно управляем, может быть. Может быть, рыцарь, да, слишком дорогостоящее его это все снаряжение, вооружение. И ему жалко потерять своего доспеха. Да, там, вспоминаем «Скупого рыцаря» Пушкина, да, где там Альбер говорит, что вот там проклятый граф де Лош, да, шлем мне разбил. И я его там выбил из седла, да, геройству что виной было? Скупость, да, потому что он пожалел дорогостоящего шлема. И из-за этого, да, взбесился и вошел в режим берсерка, как сейчас бы интерпретировали Пушкина. Это проблема. Еще какая? Проблема дороговизны рыцарского доспеха. И проблема того, что доспех – это одновременно и то, что стоит очень больших денег, и то, что как бы мы обязаны подставлять под удары, потому что доспех стоит между нашей жизнью и опасностью ударами противника. Интересная проблема для рыцарей? Очень интересная, конечно. И геймплей на этом можно строить еще какой. Экономическую модель прокачки вашего персонажа рыцаря, да, вознаграждения за выполненные какие-то квесты, да, и достижения. В общем, управляющая идея поможет вам очень быстро и емко выйти от той области, где вы чувствуете себя очень уверенно, то есть себя самого. Уж себя-то вы знаете. Вы же знаете, за что я люблю одно, не люблю другое, да? Почему мне нравятся огурцы и не очень нравится кефир. Ну да, это только ваше. Вы знаете, почему, и никому вы тут что-то не обязаны. И очень скоро вы поймете, что то, что интересно вам, и то, что проблемно для вас, оно же одновременно является источником проблемы для многих других людей, скорее всего. То есть вот эту историю про рыцарей, которым жалко своего доспеха, да, скорее всего, вы сможете через действие, да, через геймплей сделать понятной для нескольких там десятков, а может быть и сотен тысяч человек, которые тоже это чувствуют. Понимаете? И внезапно у вас прям появляется аудитория ваша целевая. И вы говорите, что не моя целевая аудитория – это люди там типа от 18 лет, получающие высшее образование, скорее мальчики, чем девочки, да, и там поклонники жанра, не знаю, там, королевская битва, да. Нет, а вы говорите, вот моя целевая аудитория – это люди, которым интересна вот такая вещь, которые жалеют подвергать ударам свое дорогостоящее снаряжение. Это гораздо точнее, понимаете, и вам это сразу больше геймплейных решений принесет. Пункт номер 3 самый интересный, он называется стереотипы, да, стереотипы и клише. Тут важно понимать очень важную вещь. Дело в том, что стереотип – это одновременно и наш друг, и наш враг. Почему это друг? Потому что стереотип неспроста на этом месте взялся. Да? Раз столько людей вот решили, да, что рыцарь, да, раз уж мы этот образ с вами сегодня взяли, рыцарь – это обязательно мужик в латах. И вы помните, да, как часто этот стереотип кочует из фильма в фильм, где даже в той же «Игре престолов», да, в сериале, который снят с очень высокой степенью достоверности, где там масса консультантов работает, там все эти воины в латах, да, рыцари, они там за столом в латах сидят, они обедают в латах, спят в латах, ходят в латах. Ну, любой человек, который пробовал поносить на себе фуллплейт, да, то, что называется, хочу двигаться в этой теме. с поддоспешником, прекрасно знает, что в латах очень Это чел, который даже если у вас создал игру Тук-Тук. И вот вы этот стереотип берете, да, и тоже начинаете его как бы накопать. Но почему он интересен? Почему он так популярен, что рыцарь это... Он какие-то игры создавал. И довольно-таки, на самом деле, в свое время известные. Сразу в латах кто-то. Потому что действительно образ человека в латах, он как бы очень визуально привлекателен, индивидуален, да, он сразу дает отсылку к определенному сеттингу, к определенной эпохе, он сразу показывает, что человек защищенный, опасный, что с ним там лучше дела не иметь, да, и так далее. Но вот вам уже и другой стереотип, да, о том, как тоже во многих произведениях массовой культуры эти же люди в латах погибают от малейшего там тычка мечом, побиваются там стрелой, да, и эти латы все никого не спасают, что, конечно же, тоже было совсем не так. И этот стереотип тоже, смотрите, он, когда вы начинаете понимать, почему он, откуда он взялся, да, что вот Робин Гуд там стрелу пустил и сразу пробил все там панцири, кольчуги и поддоспешники. Ну, так случалось. Битва при Азенкуре и битва при Кресси нас в этом хорошо убеждают. Тем не менее, и другие примеры есть, когда те же рыцари, в общем, выживали в чудовищных условиях, да, там, знаменитая там битва Боярдов. В общем, сегодня цель такая, типа, выполнить какую-то практическую задачу. Погиб из них только один, который надо двигаться прямо. У меня просто есть курс по геймдизайну и по Unity. Надо двигаться. Из таких стереотипов внезапно складывается не просто свежий сеттинг, да, не просто создается новый взгляд игрока на понятный сеттинг. Да? Вот, например, если взять даже игру Life is Feudal, да, знаменитую довольно уже ММО, которая, спорные отзывы, конечно, вызывает, но она, безусловно, интересна попыткой такого ультрареалистичного подхода о том, как в средние века вообще люди выживали, и который тоже попыталась как бы снять многие из этих клише и стереотипов. И, допустим, Kingdom Come Deliverance тоже, да, из последних примеров похожие задачи решала. И обратите внимание, что, по крайней мере, эти игры, в них много играют, их обсуждают, да, они действительно как-то двигают вперед и индустрию, и наше сознание, и создают новый геймплей, о грехе которого там уже по другим причинам, скорее всего, берутся и снимаются тоже, достаточно
Ну, это решаемые задачи, скажем так. Почему стереотип наш друг? Потому что стереотип показывает нам, что в этом образе было хорошо. Да, рыцарь в латах – это, как мы уже договорились, это однозначно узнаваемый, считываемый момент. Считываемый такой, да. Если в латах, значит, все, понятно. Понятно, кто перед нами, и понятно, на что способен этот человек. Да. Стереотипы чуть более как бы глубокого порядка. Ну, например, чего обычно хочет самый главный злодей? Самый главный злодей частенько хочет открыть портал в ад и вызвать кучу демонов. Ну, странное такое желание. Или он хочет владеть миром. То есть, ну, тоже очевидно, что владение миром – это, скорее всего, огромное количество головной боли. Это куча очень сложного. Ну да, вообще, если в игре есть какой-то злодей, то у него обычно всегда цель какие-то совершенно тупые максимально. Если вспомнить тот же Lost Planet, который я недавно обозревал, там, ну, главный злодей, потому что они просто злые, блядь, типа, и все. И главные цели не были такими уже злыми, но вели они себя по злому, типа, это было немного тупо. Там был главный злодей Бандера, который просто взял и убил отца главного героя только лишь потому, что он злой. Типа, что-то в этом роде. Потом появился по злому там самый главный злодей. Это типа как Хидео Кодзима, чел какой-то, который имел цели колонизировать планету вот эту вот зимнюю. Ну, у него цель была такая хорошая, по идее. Ну, терраформировать планету, чтобы она стала зеленой, но путем разрушений и все такое. Но типа, это было жестко. Ой, ты чукой, котенка. Ну что такое? Посмотрите. Тополя. Убайда. Харисхан. Посмотри. Менеджмент, да, это не секунда свободного времени, и вообще я очень не завидую человеку, который, или даже сверхчеловеку, который занимается оперативным управлением вселенной и владычествует над миром. Ну, такое желание, да, тоже понятное, откуда взялось это клише, понятно. Или бессмертие желают очень часто, да, какой-то главный там колдун, демон, враг, антагонист, да, бессмертие, тоже, да, вот мы говорим. Люди боятся смерти, да, отсюда берется клише. Понимая, откуда это клише взялось, мы сразу получаем ключ к неким важным человеческим чувствам. Поэтому стереотип наш друг. Если мы делаем с вами игру про средние века, и мы такие, о, там будут замки, да? Ну, где средние века, там замки обязательно. Ну, наверное, да, тоже такой узнаваемый, клишированный атрибут средневекового сеттинга. Разберемся, почему эти замки, да, почему замки так привлекательны. Ну, потому же, почему и рыцари, да. Очень характерный как бы силуэт, башни, бойницы, зубцы, подъемные мосты, замок сам по себе интересный. У меня были кое-какие идеи насчет игры. Ситуация, там, штурма, осады, это укрепление, интересно построено. Но игра должна быть простой максимально. Тоже во многих играх уже обыгрывалась, типа там той же Stronghold, например, да, или Total War в серии. Понятно, почему этот стереотип важен для человека. Это архетип убежища, это воплощенная защита. И в ней же залог уязвимости, да, потому что замок – это обычно то, что берут штурмом, да, то, что все-таки… Ну, вообще злодей, который ищет бессмертие, это прикольная тема. Это тоже интересный такой архетип, интересное клише. Почему стереотип наш враг? Разберемся теперь с этим. Ну, ровно по этой причине, которую я уже озвучил, он быстро надоедает, да. Каким бы удачным ни было клише, ну, например, да, тот, кого вы считали своим самым лучшим другом и надежным партнером, оказался предателем и предал вас в конце. Хороший ход. Ну да, хороший, потому что когда-то он удивлял, когда-то он вызывал очень сильные чувства, да. Когда-то приемы такого… Сейчас приду. года действительно в кино были там, да, активно освоены. И они вызывали такие, ну, живые эмоции у зрителей, что у тех, кто наблюдал за этим ходом, что опытные продюсеры, писатели, режиссеры, сценаристы, да, создатели моделей, опять же, они его просто воспроизводили, чтобы получить гарантированный результат в виде эмоциональной отдачи. Понятно, что чем чаще рассказывается анекдот, да, тем меньше он смешит. Вы рискуете вроде бы, с одной стороны, ну да, если вы много используете стереотипы, то как бы оправдываете ожидания людей. Если люди хотят увидеть что-то про средние века, ну, если вы сделаете что-то без доспехов и без замков, ну, возможно, вас поймут не все. Потому что люди именно для этого хотят купить игру с таким сеттингом.
То есть здесь тоже есть определенные риски, да. С другой стороны, внезапный, свежий взгляд на проблему, как в той же игре Life is Feudal, да, где там меч надо ковать себе какое-то нечеловеческое количество времени, а потом еще и сломается в самый неподходящий момент, заставляет совсем по-новому, иначе посмотреть на привычные вещи, создает новый опыт, да, очень важно, потому что он создает новый опыт. Новый опыт всегда имеет высокие шансы, очень высокие шансы стать эмоционально значимым для человека. А, в общем-то, именно этого мы и хотим, вызывать эмоции. Поэтому ваш прием в данном случае это найти как можно больше стереотипов и клише в своем решении. А потом уже решите сами, что с ними делать. Захотите – поменяйте, захотите – уберите. Соедините какие-то дикие вещи. Кого спасает ваш герой? Ну, принцессу, окей, красивую девушку, да, очень избитое клише. Ну, почему? Ну, потому что, да, дело в опасности, да, это прием, который продолжает волновать, по крайней мере, мужскую часть аудитории довольно сильно, да. Но если мы спасаем любимого коня, например, это уже, ну, совсем другая история. И есть огромное количество, допустим, детских книжек, да, о любви к животным. Тут там и «Белый пудель», там, не знаю, куплена, да, и «Бесконечная история» про Атрею, да, где у него конь тонет в болоте, да, и ну, много там, и Ласси возвращается домой, Найта. Есть много прекрасных историй о том, что наш вот верный друг, животное, которое по каким-то причинам слабее нас, оно не владеет такой степенью контроля над миром, как человек, да, нуждается в нашей защите сильнее. И возможно, что если вы захотите спасать не принцессу, а действительно любимого коня или корову, например. Вообще надо бы, знаете, во что поиграть. В Death Stranding. Это по-любому. Который семью нашу кормит молоком, а вы крестьянский ребенок. Если вы не спасете корову, семья ваша погибнет от голода вся, или, по крайней мере, будет обречена на дистрофию, на болезнь или еще на что-нибудь. И внезапно эта корова оказывается интереснее, чем принцесса, да, потому что, ну, это новое что-то, да, и вы совсем по-другому эти привычные вещи воспринимаете, и игроку уже тоже интереснее, да. Эти же самые клише и стереотипы можно всегда на всех, не только на уровне сюжета, да, они могут работать. Level up, да, возьмем такой стереотип. Level up, это всегда хорошо, конечно, всегда хорошо. Это же, ну, level up, он на то и как бы рост, типа, что каждый следующий уровень, он лучше предыдущего. Понятно, откуда он взялся. Нам симпатична идея управляемого прогресса в играх. Многие ради этого только в игры. Но подумайте тоже, может быть, можно с этим стереотипом что-то поделать. Просто покрутите его, да, немножечко, поищите, что с ним можно создать, и внезапно вы увидите, что здесь скрывается бездонная копилка самых интересных идей, находок и мыслей. Ну и, наконец, последнее – это то, что мы договорились питч за 10 ударов в сердце называть, да, или elevator pitch, если брать английский термин. Как составить хороший elevator pitch? Зачем вообще он нужен? Elevator pitch выводит человека из зоны равнодушия. В этом его назначение. Он должен ошеломить, удивить, как-то встряхнуть. Например, когда я питчил вторую часть своей игры, Мор, тоже много ее питчил, искал партнеров для нее. Сначала я часто говорю, что вот эта игра о том, как неизвестная болезнь, ученые борются с неизвестной болезнью. И прямо вижу, что людям это совершенно как-то в одно ухо влетает, в другое вылетают. Да, кивают, что-то такое, но все, как бы уже много было игр про болезни, много игр про чуму, и, в общем, никого этим не зацепить. Тогда я стал говорить, представьте, что у вас с пальцев содрали кожу, а вам надо трогать вещи. И вот тут мне говорят, так, ну-ка. Морщились сначала, потому что образ очень неприятный, да, это очень, ну, тактильно воспринимается, болезненно. Зачем я так делал? Ну, просто от отчаяния, потому что мне просто хотелось вывести людей из зоны равнодушия и заставить их себя слушать. Это первый тип elevator pitch. Например, наши партнеры Tiny Build компания, они свою игру Hello Neighbor, привет, сосед, питчили фразой «Хотелось ли вам когда-нибудь убить своих соседей?» Эта фраза тоже очень быстро человека заставляла включиться, слушателя. И хотя игра Hello Neighbor совсем, в общем-то, не об этом, это, как вы знаете, такой саспенс, хоррор, да, стелс, но фраза, которую произносили Tiny Build, она скорее вызывает у нас образ каких-то шумных соседей, которые там шумят, дерутся, скандалят, заводят громко музыку. Погоди, питчи. Давайте посмотрим новинки, популярные будущие новинки. Или, может, лидеры продаж. Ну, тут Immortal Phoenix Rising. Но его покупают, потому что он с большой скидкой идет. Лидер продаж по всему миру. Apex. Rust. Я вот реально не понимаю Rust. Чем он цеплял-то вообще? Так, окей. Выжить. Голод, жажда, холод. Разведите костер, построить, убейте животных. Мясо. Ну, я тут не вижу какого-то прям такого цепляющего какого-то предложения. Просто выживай. Так, раз нацелен только на выживание. Здесь все хотят, чтобы вы умерли. Остров с дикой живностью.
другими выжившими. Ну, ладно, если так подумать, просто если прям, ну... То тут можно было бы сказать, типа, такую тему, что цель в данной игре выжить, но также у других людей имеется такая же цель, как выжить, ну и тому прочее. Ну, главный конфликт здесь в том, что вы не один тут выживаете, а есть еще и другие люди. Что-то в этом роде. Тогда типа да. А прикольные скриншоты. Там даже танк может создать, серьезно? Ну ладно. В 4 часа утра, да, и да, вот с такими соседями действительно хочется как-то там придушить, просто что называется. Но люди сразу узнавали себя, узнавали ситуацию и начинали слушать. Понимаете, это было очень важно. Elevator pitch выводит из зоны равнодушия. И, наконец, второй тип, как создать грамотный elevator pitch, если кому-то не очень, ну, как бы хорошо дается вот такой эмоциональный, как бы, заход по какой-то образной подаче, да, то вы можете использовать классический трюк, называя известную вашим слушателям какую-то знаменитую вещь и погружая ее в новый неожиданный контекст. Ну, например, когда мы ездили на Gamescom в Кёльн, то наш немецкий продюсер, пытаясь объяснить довольно сложный мой замысел под названием «Холод», где как бы исчезает кислород постепенно, людям нечем дышать, и они там уходят в глубину горы, в какие-то пещеры, и воздух является самым ценным ресурсом. Наш немецкий как бы коллега, продюсер, который питчил всю эту компанию Ubisoft, он говорил: представьте себе, что это игра War Thief, да, знаменитая, только с облаками ядовитого газа. Я на него так сердился и говорил: Бургер, ну зачем? Это же не имеет никакого отношения. Он говорит: да, но они знают, что такое вор, и они понимают, что такое ядовитый газ. Я соединил привычный им сеттинг с неким новым, непривычным обстоятельством. И точно, ну, у нас не случился контракт с Ubisoft, наверное, даже к лучшему, вот, но тем не менее они с нами запартнерились, мы долго вели переговоры, вели переписку, считали бюджет, и, в общем, по крайней мере, они стали нас слушать, понимаете? Или вот еще любимый мной пример, как «Игру престолов» Benioff и Weiss продали HBO, которые не хотели делать фэнтези, не верили тогда люди, что можно сделать фэнтези-сериал какой-то дорогостоящий, хороший. Они долго как бы пытались им объяснить, что вот, а еще и Мартин тоже, ну, многим тогда Мартин не нравился, считал, что он такой слишком высоколобый и мрачноватый слишком, что это очень такой некоммерческий, очень нишевый писатель. И в какой-то момент Benioff и Weiss произнесли фразу: так, это будет «Клан Сопрано» в Средиземье. И продюсеры HBO сразу согласились подписать. Почему? Потому что «Клан Сопрано» был очень успешным сериалом HBO, и он в какой-то степени отражает специфику мира Мартина, да, где тоже разные герои, и нет как бы ни хороших, ни плохих, и мы все время кочуем как бы из точки зрения в точку зрения, и что там сложные как бы интриги, отношения, предательства, что это люди власти, так или иначе решающие властные вопросы, да. А почему в Средиземье? Потому что Питер Джексон только что выпустил мега-блокбастер «Властелин колец», который всем доказал, что фэнтези можно сделать привлекательным, коммерчески успешным, и даже такая считавшаяся долгое время нерешаемая задача, как экранизация Толкина, была как бы успешно решена, да. «Властелин колец» был очень кассовым фильмом, особенно третья часть. И произнеся, вот соединив две эти вещи, да, казалось бы, это бредовое соединение, что значит «Клан Сопрано в Средиземье», но вы видите, что она довольно точно, в общем-то, отражает суть «Игры престолов». Просто чтобы не говорить долго: ну, это такой средневековый сеттинг, там и драконы, ну, там еще война алые и белые розы, автор наш вдохновлялся, все, заскучали люди. Ну, Слово «Средиземье» сообщили им главное, да, что там дядьки с мечами ходят. Не с пистолетами, а с мечами. Ну и все, и достаточно. То есть, понимаете, вот elevator pitch, по крайней мере, то есть, конечно, он тоже может быть очень разным. И можно очень по-разному. Это очень, ну, такое важное искусство. И вы должны найти свою индивидуальную, уникальную манеру составления вот этого однострочного питча, да. Но для начала, если кто-то прям совсем не понимает, как за эту задачу взяться, вот я предлагаю вам два таких метода для просто тренировки, для разогрева, для раскачки этого важнейшего навыка. Ну что же, спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующий раз. До свидания. Так. Штампы, клише, стереотипы. Здравствуйте, я Елизавета. Недавно закончила бакалавриат по геймдизайну в Авше. Практикую. I Speak Lodge. Вот. I Speak Lodge. Вот это... вот. Николай Дубовский как раз-таки там. Вот главный сидит. И работаю в нескольких инди-студиях по разработке игр. В этом видео мы поговорим о изучении темы, о референсах и анализе штампов. Мы дадим определение тому, что такое штамп, почему его используют в играх,
чем он может быть полезен, какой он функционал в себе несет, и как его деконструировать. В конечном итоге мы поймем плюсы и минусы штампов, когда от них стоит избавляться, когда их стоит перерабатывать, ну и разберем базовые алгоритмы деконструкции. Сейчас мы поговорим о том, как и зачем работать со штампами, стереотипами и архетипами в играх. Это одно из первых, что необходимо делать при изучении темы. Давайте условимся, что в данном видео все эти понятия и сущности мы просто обобщенно будем называть штампами. Итак, что же такое штампы? Штампы — это устоявшиеся шаблоны мышления, которые упрощают жизнь при разработке продукта, будь то фильм, книга, история, игра, что угодно. Штампы могут присутствовать не только в сюжетной и нарративной составляющей, например, классическое фэнтези средневековья с магией и войной эльфов и гномов, но и в геймплейной части, даже в технической реализации могут быть штампы. Часто штампы могут быть предрассудками, сформированными из-за популярных медиа. Например, ежика часто изображают несущего на иголках грибочки или яблочки, хотя в реальности это совсем не так. Ежи никогда не носят на иголках пищу, они потрясающие охотники, и основной их рацион — это мелкие насекомые и ящерицы. Они могут даже забраться в курятник и разорить его ради пропитания. Решив добавить в игру ежа, вы, скорее всего, первым делом вспомните эти штампы. И, вероятно, способностью этого ежа будет сворачивание в клубок, дающий ему неуязвимость и скорость передвижения, как в Сонике. К сожалению, это не сделает вашу игру интересной и не вызовет у игрока никаких эмоций, потому что все это мы видели в сотне разных аналогов в совершенно разной интерпретации. Это приелось. Делать об этом игры неинтересно. В игры играют ради получения нового опыта, и именно новый опыт формирует у игрока эмоции. Начав изучать тему, вы можете найти в интернете интересные факты о ежах, и, потратив 3 минуты своего личного времени на изучение первых страниц поисковой системы, вы найдете неклишированные факты о ежах, позволяющие сформировать нетипичные игровые ситуации в вашей концепции. Например, вы можете узнать, что ежи почти неуязвимы к ядам, но могут умереть от коровьего молока, потому что у них непереносимость лактозы. И уже на этом вы можете строить интересные механики, раскрывающие функционал ежа и переосмысливающие этот образ. Так почему же штампы продолжают использовать? В этом отрывке видео мы разберемся, как штампы экономят ресурсы, как быстро за 2 минуты собрать концепцию полностью штампов, какие у него будут минусы, а также как обосновывать свои геймдизайнерские решения относительно штампов. Так почему же их продолжают использовать? Ответ прост: это дешево. Это дешево и с точки зрения затрат ресурсов вообще, на реализацию технологий. Полезно вообще изучать тему. Если у меня есть канал на ютубе, которым я типа обозреваю игры, то надо как бы разбираться в теме. То есть не надо изобретать новые механики, не надо придумывать полностью новые истории. Также это дешево для Хотя нашего бы, мозга. Мозг всегда стремится экономить ресурсы. ради Он выдает этого, нам уже если не известные паттерны создавать из игру. клише и Но стереотипов создать игру для надо. экономии ресурсов. Я И он думаю. всегда ищет легкие пути. Не К то примеру, мы чтобы можем собрать надо, инди-хоррор а исключительно из хочется. штампов, доставая их случайно, будто из лототрона. Что же в этом инди-хорроре может быть? Определенно, это будет ночь, Не то чтобы и у нас хочется, а будет давно фонарик. мечтал Фонарик, конечно об же, этом. Издавна. Это прям, ну, у многих такая мечта, наверное, когда-то была, типа, создать свою игру, потому что, ну, типа, ты играешь в какую-то игру, а у тебя просто вдруг возникают какие-то там идеи, вот, а что если бы эта игра была немного другой, какой-то такой, ну, иной? Вот если бы там было это, было то, было бы круче и тому прочее. Kingdom Come Deliverance якутский, ну, типа, было прикольно, да. же будет быстро садиться Да. и вынуждать нас искать батарейки. Скорее всего, у игрока не ловит сеть, и он находится в какой-нибудь заброшенной больнице или лесу. Наверное, он попал туда на машине, и она не заводится. Так, ну-ка. И нам, естественно, надо идти в Типа, типа инди-хоррор, да. Если в инди-хорроре нет вентилей, значит есть предохранители, конечно. Если в инди-хорроре нет предохранителей, значит есть генераторы. Если в инди-хорроре нет генератора, значит есть ключи, да. Если в инди-хорроре нет ни того, ни другого, то, скорее всего, это не инди-хоррор вовсе. Угу. Да. гущу событий и решать разные головоломки, чтобы вызвать помощь. Какие головоломки? Ну, наверное, поиск ключей или поиск вентилей, разбросанных по всей округе. Возможно, нам надо найти электрощиток, чтобы связаться с полицией, потому что не можем зарядить телефон. Но вот нам кажется, что игра слишком короткая и простая, поэтому к поиску электрощитка мы добавляем поиск предохранителей, которые тоже разбросаны по всей округе. Потом мы вспоминаем, что в нашей игре совершенно нет никакого нарратива, поэтому мы пишем какую-то предысторию, раскидываем ее на листочках тоже по всей округе и заставляем игрока за ними ходить, растягивая хронометраж. А потом мы вспоминаем, что изначально делали хоррор, а игроку все еще не страшно. Поэтому там сям накидаем по уровню скриптов со скримерами и добавим какого-нибудь аишника, который патрулирует локацию и преследует игрока. Получается все, Да. концепт готов, его можно идти реализовывать. Можно, конечно, но зачем? Будет ли в это интересно играть? Лично вы потратили бы свое время на этот проект? Купили бы вы его? Скорее всего, нет. В этом примере нет совершенно ничего нового, и аналогичных проектов на рынок каждый день вываливается десятками. Там они и теряются. Эта идея слаба на базовом уровне, а ее описание максимально обобщенное. Поэтому всегда спрашивайте у себя, почему в мою задумку будет интересно играть, как я вызову игрока эмоции. У каждого штампа есть свой функционал. В этом блоке вы разберетесь, какие проблемы решают штампы и как найти им применение. На самом деле штампы не являются чем-то бесполезным и присутствуют везде. Больше бедой является неумение грамотно интегрировать их в свой проект. Изначально штампы появились для решения какой-то задачи, поэтому выкинуть абсолютно все штампы из своего проекта не получится. Иногда это даже и не нужно. Обоснованные и лаконично вписанные штампы хорошо справляются с поставленной задачей, поэтому их, как и все остальные узлы в проекте, необходимо проверять на связь с управляющей идеей. Вот, к примеру, скримеры, которые есть почти в каждом хорроре. Темнота нагнетает атмосферу и на инстинктивном уровне заставляет додумывать неизвестную угрозу. А тусклый луч фонарика заставляет игрока вглядываться в середину экрана, а потом испугаться от внезапного скримера. Нагнетать атмосферу и Так, я с челиками хотел сделать фанатское продолжение игры Overlord.
я уже начал сценарий писать. А челы, которые все это затеяли, слились. Ну, типа да. Ну, видимо, им было на самом деле это не так интересно, как тебе и все, по факту. Но, возможно, они хотели даже... Ну, если им идея изначально была интересна, то, скорее всего, они видели в этом проекте проблему такую, то, что это просто как бы проект, в котором, ну, как бы это сказать, ну, который типа не самостоятельный, что ли. Просто игра, которая, ну, продолжает другую игру, типа. Просто не самостоятельный проект какой-то. В этом ее проблема скорее была, вот именно чисто. А так, если бы ты сказал что-то вроде, а давайте сделаем продолжение Оверлорда, но не относящееся к Оверлорду, просто продолжающее его идеи, продолжающее его сценарии и тому прочее и так далее, ну, что-то в этом духе, знаешь. Ну, или им было просто лень что-то делать, да, тоже как вариант, конечно. Но просто если бы прям что-то вот такое вот было, цепляющее безумно, то да. А так, на самом деле, если подумать, вообще, да, вот именно по Оверлорду, то игр как Оверлорд, как будто бы это по сути и нет на самом-то деле. Он прям такой, единственный в своем роде. По крайней мере, ничто в голову не приходит совершенно. Чтобы ты вот прям такой ходил, блин, весь такой жесткий. Но ты сам по симулятор Саммонера. Ну, как бы, да, но в своем, как бы, вот именно геймплейном теме, которая вот сама Overlord есть, она как будто бы слишком уникальна. И вообще вот в голову мне ничего не приходит. А я играю во все игры буквально. Ну и, по крайней мере, стараюсь обращать на все игры внимание. То есть, я бы вот точно вспомнил бы какую-нибудь другую игру про Оверлорда, но по сути ничего в голову вообще не приходит. Оверлорд прям уникален на самом деле. И поэтому идея создавать продолжение Оверлорда, а не то, как я сказал это ранее. Ну, это типа такое себе. А если бы вот реально как Оверлорд и тому прочее и так далее, и просто с какими-то там типа улучшениями, то, скорее всего, это могло перевести прям в какой-то этот отдельный жанр, по факту. Как с Souls-лайками это случилось, или как это с Metroidvania'ми случилось, правда. Типа вот как ты сказал, вот симулятор Саммонера, Суммонера. Но это как-то по-другому, типа, знаешь, назвать. Да, такого жанра еще нет. Можно было бы придумать. Summon-like. Ну, что-то типа того, возможно, да. Найти буркастов с той же идеей и стремлением. Это да. Ну, а кто знает, ребята, а вдруг мы к чему-то придем в конечном итоге? Возможно, это И заставлять вглядываться в монитор можно и другими начало способами. чего-то Если вы четко великого. понимаете, какая перед вами стоит задача, вы можете найти более актуальные и лаконичные Нам решения. главное В качестве зарядиться примера, я всем думаю, этим. многие узнают кадр из этой игры. Суть ее в чем? Она притворяется лабиринтом, где надо курсором провести от начала уровня до конца, после чего вы переходите на следующий уровень. Вначале она простая, но к концу, как видите, лабиринт сужается и заставляет игрока ближе. Вот, кстати, хороший пример, вот реально вот с этой темой. Вот тебе кажется, типа, знаешь что? Блин, самая большая проблема многих игр, я считаю, это то, что они теряют свою интригу из-за тупой стратегии маркетологов. Они просто, ну, срут какими-то трейлерами, там, теми или иными вещами, которые совершенно намертво убивают интригу в игре. То есть ты уже изначально слишком много знаешь об игре. Но если бы ты знал какую-то базу, какую-то вот реально изначально чисто продающий пич, так сказать, ну вот как ранее вот сказал Николай Дубовский такую штуку, что, ну вот, например, как это было с этим, с «Игрой престолов», как они типа вот продавали вот этот вот проект HBO, типа клан Сопрано, но в мире Властелина колец, типа что-то в этом роде, грубо говоря, ну в сеттинге Властелина колец, типа фэнтези. Это, ну, типа, звучит интересно, как по мне, реально. Что-то в этом роде, чисто, знаешь, максимально коротко, чисто, как бы, ну,
чтобы внимание привлекало. Но не более того, чисто, ну, так, чтобы люди такие заинтересовались, но при всем этом интригу не теряла. Конечно, это случится со временем, как бы то ни было, когда игра выйдет в свет и люди начнут в нее играть, так как все начнут ее обозревать, летсплеить, стримить и там прочее. Но хотя бы изначально, чтобы люди такие, типа, знаешь, поделились своим опытом, рассказывая про игру, типа такие, во все тяжкие в мире Звездных войн. Вот тоже охуенный пич, да, это очень круто звучит. Во все тяжкие в мире Звездных войн. Это реально круто звучит. Вот, возможно, ты ради, ну, чисто по рофлу это написал, но это на самом деле охуенно звучит. Во все тяжкие в мире Звездных войн. Ну да, прикольно. Да. Так что надо такое делать реально. Опа, а вы тут что, игры создаете? Ну, вообще, да. Привет, Бартсол. Ну, стремимся к этому. Идем к этому. Можно сказать, начало пути. Так, на всякий случай просто запишу. Во все тяжкие в мире Звездных войн. А так у меня, конечно, есть идея какая-то насчет игры. Что-то уникальное. Из самого лучшего, что я создавал, был сапер на 1С на питоне, который я так и не доделал. Да. Ну, потому что, ну, как бы это, наверное, просто задача какая-то была, и все. Не штамповка чего-то старого или добавление чего-то нового, что-то старое. Ну, вообще, отрекаться от добавления в что-то старое, типа, ну, слишком ограничивает человека, я бы сказал. Как бы вообще правильно говорят то, что не стоит создавать велосипед. Как бы велосипед уже есть, но просто пределы к этому велосипеду там какие-то штуки типа. Но я типа не говорю, что нам именно нужно что-то вот брать старое и добавлять туда что-то новое. Но просто ограничивать себя такими рамками, типа реально не стоит, мне кажется. Ну это слишком сильно как бы ну, связывает руки, правда. Два скейта вместо колес. Ну, почему бы и нет? Пристраиваться к экрану, вглядываться и сосредотачиваться. Но на третьем уровне, вместо перехода на следующий, нас встречает скример с громким звуком. Поэтому эта простая игра обрела достаточно большую популярность и известность благодаря видео с очень яркой реакцией игроков. Также можем вспомнить штампы хп-баров и инвентаря персонажа. Когда дело касается реализации, разработчику может показаться, что персонажу нужен инвентарь. И, переходя к разработке, он приходит к самому банальному представлению этого инвентаря, тому, которое всплывает у вас в голове при упоминании инвентаря персонажа. Либо же это приводит к тому, что автор добавляет микромеханики по менеджменту этого инвентаря, и это часто может сбивать фокус с ядра концепции. После популярности Resident Evil шутки на тему менеджмента инвентаря дошли до того, что была создана отдельная игра. В ней от Resident Evil оставили только инвентарь без существенных изменений. Игра Safe Room ощущается целостной, и это некий пазл по менеджменту инвентаря. Это наглядный пример того, как до абсурда доводится переосмысление штампов и превращается в полноценный продукт, в который интересно поиграть. Поэтому, если вы четко понимаете, какая перед вами задача, вы можете не брать штампы, а подумать над более интересным решением этой проблемы. А если же все-таки берете штампы, то можете придумать более нетипичный способ их интеграции в проект. В этом блоке вы разберетесь, как находить штампы в своей задумке и как их анализировать, а также определитесь. Так, разобрать, как находить штампы в своей задумке, разобрать алгоритм анализа штампа на уместность в задумке, разобрать алгоритм деконструкции штампа, определить, что является уникальной концепцией. Окей. Ладно, подождите. Просто запишем. Найти. Штамп. Как? Разобрать алгоритм анализа штампа на уместность в задумке.
Так, разобрать алгоритм деконструкции штамп. Определить, что является уникальной концепцией. Окей. С тем, что именно является уникальной концепцией и что вам делать, когда от вас просят придумать что-то новое. Штампы находятся лишь в Можно взять сравнении, пример с и для Skibidi этого туалета, типа какая-то срань обрела большую популярность. Также можно сделать с играми, рискнуть сделать что-то, какую-то срань, как свой первый проект, может также сможет обрести популярность. Ну, типа, да. вам нужно изучить референсы, аналоги и конкурентов вашего продукта на рынке, уже существующие. И поверьте, их найдется огромное количество к абсолютно любой вашей задумке. В той или иной степени было придумано уже все, поэтому на 100% уникальной концепции вы никогда не придумаете. И чтобы найти штамп, вы должны найти схожие элементы в жанре или же в какой-то иной идее, в нарративе, в механике. Это и будет тем самым штампом. Например, сейчас везде стараются добавить сбор какого-то лута для создания какого-то крафта. При этом крафт совершенно банальный и зачастую не является фокусом концепции. И это все приводит к тому, что просто собери 2 меда, одну ромашку, нажми кнопку, получи аптечку. Это скучно и не нужно для концепции. Поэтому вначале убедитесь, нужен ли вам вообще крафт для раскрытия управляющей идеи. Если нет, смело удаляйте этот блок. Если все-таки он как-то влияет на основной геймплей и действительно является важной фичой, то подумайте. У меня, кстати, была пара мыслей над играми, но так как я такой себе программист, то и геймдизайнер из меня такой же. Ну, вообще... Да штука в том, что на самом деле сначала надо как-то развить идею в плане того, что расписать его как-то более подробно. Вот какая-то идея, потом там что-то еще, что-то еще, что-то еще. И все это вот конкретно вот разбиваешь эту идею в плане какого жанра это все будет, какой геймплей там, какой конфликт в сюжете, какой сюжет и там прочее. Все вот это вот берешь, и ты прямо видишь прям древо, так сказать, своей идеи. Ну, как я это вижу сейчас. Ну, что должно быть. И потом от этого уже как-то будет, ну, проще двигаться, наверное, дальше, скорее всего. Типа сначала надо составить карту, а потом уже искать инструменты в плане преодоления этого пути. Типа ты видишь там, например, что что-то, и вот в этом плане надо изучить вот это вот что-то. Потом берешь, изучаешь, делаешь, все, ты с одной веткой разобрался, идешь дальше. Так, идем, и вот потом уже будет создана игра. Я думаю, что люди, которые создают игры в одиночку, они как раз таки этим занимаются больше, ну, с самого начала берут, сначала свою идею как-то развивают, думают над ней и там прочее, просто как-то его ну, я, по крайней мере, думаю, что так буду делать, наверное. И потом уже постепенно будем решать, типа, те или иные задачи. Там, типа, сначала, скорее всего, при создании чего-то там. Сначала ты там берешь персонажа, создаешь. Сколько их будет и там прочее, и так далее. Потом, скорее всего, жанр определяешь. Какой будет геймплей, какой кор геймплей вообще всего этого. Там шутер, менеджмент, что-то еще и так далее. Далее, потом, что это будет? Генерация уровней или какой-то определенный левел дизайн с каким-то количеством уровней. Вот все вот это вот как-то это, ну так постепенно надо это вот. Звучит, скорее всего, на самом начале пути это очень, очень сложно. Это пиздец как хуёво звучит. Но, блин, иначе никак. Надо сначала составить карту, я думаю.
Без этого вперед не как продвинешься. его можно переосмыслить или необычно подать. Из последних ярких примеров с прорывными механиками крафта можно отметить игру Potion Craft. Казалось бы, что еще можно придумать по созданию крафта? Как его можно подать интересно? Автор всю игру построил на крафте благодаря изобретательной находке по созданию рецептов. Поэтому ему получилось освежить жанр и сделать игру очень интересной. То есть, если вы решили придумать уникальную идею, если у вас стоит такая задача, вам не нужно переосмыслять каждый узел. Решили вы делать ферму? Берите ферму с основными ее механиками, классическими, но сфокусируйтесь на одной уникальной фиче, на одной уникальной идее. Например, опять же, если это ферма, то пусть она будет не с классическим видом камеры, а, допустим, с видом снизу, на корне. Ну и потом первый проект должен быть супер простой, я думаю. Типа своего рода тот же Vampire Survivors. Пиздец простая игра с генерацией уровней. Или даже не с уровней, просто биомы какие-то ставятся, и там геймплей максимально простой. Его главная основная фишка Vampire Survivors это именно в прогрессии игрока. Типа насколько он может быть потом мощным, это и цепляет. Это по сути тот же куки-кликеры, в котором просто цифры растут. Но тут у тебя растут не только цифры, но и количество врагов, и как бы ощущение того, что ты вот как бы прогрессия растешь, так еще и сложность игры со временем типа, ну, возрастает, и от этого как-то, ну, интересно. Потом еще и много разных персонажей туда суется, чтобы это, ну, играбельно было. И игрок, ну, чтобы игрок дальше занимался, там, не знаю, составлением разных билдов и там прочее, и так далее, и так далее, и так далее. Если так подумать, то нужно что-то такое. Не именно как Vampire Survivors, нет. Ну, просто что-то такое, что, ну, может жить само. Типа, знаешь, чтобы просто сам по тебе было, ну, ну, интересно играть. Вот, например, тот же Бакшот Рулет, да, вот, который вот Майк Клубника не так давно вытащил. Оно сейчас, блядь, знаете, какую популярность набирает? Оно со временем, блядь, будьте уверены, возможно превратиться в какой-нибудь скибиди-туалет, типа своего рода. Я не удивлюсь, если увижу это вот лицо этого демона, торчащую из унитаза или что-то в этом роде. Типа просто охереть можно. Они просто увидели в том, что вау, крутая концепция с интересным визуальным, ну, типа этим эффектом, то, что вот как все ржавчина какая-то, типа простой геймплей, одна карта, все вот как бы... Ну, не то, что простой геймплей, вот просто вот какой-то вайб, атмосфера в маленьких локациях создана, и игрок как бы не сам передвигается, а кликает там интерактивно какие-то вещи, двери, например. Он просто выходит из комнаты, идет в следующую там какую-то комнату, и там начинается геймплей весь этот. Ну, погружение там очень такое плавное. На начало процесса геймплейного такого. Прикольно вообще. Но детей цепануло чисто вот это вот ебало этого демона. То, что надо ебашить с дробовика. Вот это вот русская рулетка. Я, конечно, не удивлюсь, если дети начнут вдруг играть русскую рулетку в реале. Это пиздец, конечно. Оно уже превратилось, не беспокойся. Пиздец, конечно. Так, хотел создавать игру, похожую на Fear and Hunger. Думал, может, все же когда-нибудь руки дойдут, изучить RPG Maker или что-нибудь другое. Но у меня более-менее неплохо получается придумывать и рисовать. Почему мне сделать свой МГС в стиле киберпанк? Киберпанк. Думаю, слишком сложно, на самом деле. Ну вот, типа, если бы МГС в стиле... Чего-нибудь попроще. Зимние локации. Вообще, надо создавать зимние игры, знаете, вот мне кажется, это сейчас вот очень проблематично в играх. Почему-то все время создают какие-то такие локации. Пустыня. Ну, типа, да. Нужно что-то такое прям безумное. Зимнее. В основном. Ау. Аня потада. Да, посмотри на тунера.
Типа, он не тюртер. Он туалеттер писте. Он не хап. Это хорошо хабыма. Чахча быма шибыма. Турдун. Теперь писте. Пустыня. Ну, пустыня, даже не знаю. Да, я с сыном общаюсь на якутском. Ну, вот именно... Я вот чисто по своему игровому опыту могу судить так, что... Короче, проблема сейчас в биомах, так сказать. Очень мало зимних игр на самом деле. Очень мало игр в зимнем сеттинге, ну именно как в окружении, да, разных жанров. Очень мало. Я реально не понимаю, почему так. Нужно что-нибудь такое зимнее. Не именно новогоднее, да? А просто вот чтобы зимнее и... Ну, пока я просто запишу. Ну, вот именно зимняя локация, да, прям душа требует, чуть такое. Вот что-то такое хочется. Не просто превратить вот из... Вот если думаешь про зимнюю локацию, да, почему-то в голове у людей всегда возникает типа образ какого-нибудь survival говна. Типа, знаешь, ну, Long Dark и там прочее. Ну, это понятно, но просто слишком такое. Ладно. Просто потом напишу. Darwin Project. Давно это была игра, заброшена уже. Ну, Darwin Project. Да. Я видел ее. Как в нее Force играет там, например. И уже отсюда перенастраивайте все остальные механики по менеджменту своей фермы классической. Придумывать на 100% уникальную идею не нужно. Не стремитесь сразу придумать что-то гениальное и прорывное. Достаточно сфокусировать внимание на одном переосмыслении и подходе к нему, и это сделает вашу игру уникальной. Вот, видишь? Это вот прям реально, типа, немного ебанутая тема. Типа, почему-то все при создании той или иной идеи действительно всегда думают о том, что надо создать 100% уникальную хуйню. На примере того же Майка Клубники, когда он Bloodshot Roulette создавал, он просто переосмыслил Inscription и все. Он просто взял карточную игру, превратил в русскую рулетку. По сути, все. То есть на бумаге это реально так и выглядит. А дальше он реализовал ее довольно-таки хорошо. Просто вайб правильность поставил. Музыку хорошую поставил. Атмосферу задал. Ну и, соответственно, антагониста такого загадочного и там прочее. Там, чтобы фантазии какие-то разыгрались у человека. И сразу он начал такой, типа, знаешь... Короче, игра была нацелена на то, чтобы вызвать много обсуждений вокруг нее. А якутский Walking Dead с хорошей подачей любой жанр взлетит. Ну, вообще, вот идея, типа, зомби-игры в экстремальном холоде довольно прикольная, я думаю, да. Окей. Но уже перенастроив ее под нетипичный вид камеры. Сразу же освежается, сразу же чувствуется что-то новое и интересное.
В качестве примера можно вспомнить недавнюю игру от Аманиты Happy Game. Она, как и все игры студии, отличается сюрреалистичным визуалом, сюрреалистичной подачей. В ней можно отметить множество штампов, которые не режут глаз, потому что используются крайне уместно. Начиная от жанра хоррора с темой детских травм, заканчивая нарративом о сновидениях и желании исправить старые ошибки. Ставка не на быстрый испуг через скримеры, а на давящее чувство отвращения и чужеродности. И эти штампы освежают не только необычный выбор камеры, но и интересный способ управления через мышку. Поэтому не пытайтесь придумать полностью уникальную игру. Сейчас это сделать практически невозможно. Сфокусируйтесь лишь на одной фиче, изучите тему и придумайте, как свою идею подать просто под необычным углом, Как новым Telltale. ракурсом. Как итог, не стремитесь вычищать концепцию абсолютно от всех штампов, сделать это не получится. Лучше подумайте, как их интересно подать. Особенно, если они работают на управляющую идею. Вы сможете докрутить и перенастроить концепцию под этот замысел. Человек в любом случае мыслит стереотипами, и всегда придется изучать тему перед работой с концепцией, чтобы понимать, как заточить фичи и все узлы под свою задумку. Чем компактнее ваша идея, тем проще проверить каждый узел на связь. Когда вы добавляете микромеханики в попытке связать все воедино, вы берете на себя ответственность за эти механики. Они могут не работать. Поэтому чем компактнее, тем проще. Для обучения вам будет легче же работать с компактными проектами, чем замахиваться на AAA. Ну и так как игры — это не только геймплей, но и аудиовизуальный ряд, вам стоит присмотреться к референсам из кино и книг. Оттуда вы можете взять интересные приемы реализации в визуальном ряде, в настройке камеры или в настройке звука, в музыкальном сопровождении. Ну, Вот, кстати, вчера еще вышла одна интересная соревновательная игра Lasers. С точки зрения графики ничего такого, геймплей преодолевай лазеры и иди до конца, но есть в ней что-то такое. Ну вот, например, да. Lasers, говорю. Блин. Да сука. Понял. Ай, как оно... Я упал. 20 секунд, люди. Не, ну время слишком жестко ограничено. Я смогу, я смогу. Там еще дальше такая же фигня, чтобы ты понимала, Вика. А в М. смысле... Да, ну, Платформер не. с мультиплеером. Да. Люди, слишком жестко. Ну, прикольно, Нет, да. ну что, я почти прошла. Фиг. Ай, тут... Окей. М. ну и рассмотреть книги как источник вдохновения по написанию самостоятельных сильных текстов, которые разговаривают с читателем без визуального ряда или Ну геймплея. да. Ну это просто сложно, скорее. Не знаю. Не, ну, блин. Хотя, если там будет много... О, практическая работа. Ну вот если будет слишком... Блять, сука. Типа Souls-like. Ну ладно, просто ресурсов сейчас мало реально. Типа для создания Souls-like. Но вообще, конечно, стоит записать. Вообще, типа... Вообще брать, если вот именно якутскую тему, да, не только в плане мифологии, а хотя бы просто быта и там прочих разных вещей, они могут быть, ну, типа безумно интересными вообще практически в любом жанре. Ну, именно просто жизнь, типа вот именно в экстремальном холоде и все в таком духе. Короче, если брать какую-то определенную культуру, она может быть типа, ну, как сеттинг. Не клишированную, скорее всего, культуру. Не штампованную, которая мало кому известна. Ну, возможно, популярна там где-нибудь еще. Например, на Ютубе очень много видосов на тему того, типа, вот вы смотрите, типа, как холодно, пиздец. Типа, вот смотрите, кипяток беру, бросаю, типа, вот разливаю его, ну, вот так вот, опрыскиваю вот воздух, все в дыму, там, вся херня, вот, что-то в этом роде. И набирает ведь просмотр, людям интересно. Твой Mountain Blade. Искусство хорошее тоже было бы кое-что. Не особо популярно, даже грустно как-то ведь сделано прям с тотальной душой. Репелла Фелла. Репелла Фелла. Репелла Фелла.
Does anyone know who made this game? EAF casualties at the previous checkpoint. A medic reports seeing a man and a woman. Прям слышно, что русская игра. Alrighty, here's the rules. Beat me, and I'll give you the prize I've got waiting in this little box. And what happens if you beat me? Oh, I haven't got a prize. If... Ha! Да блин, это он про себя что ли? Sips! Жестоко и знатно. Репелла Фалла. Что за игра такая интересная? Ха. Удивительно, что у этой игры нет русского языка. Че за нахуй? Так. Комедийная драма. Постапокалипсис с Австралии. Будущее. 3 главных героя. Стремящиеся к лучшей жизни. Стреляй, кали, лги. Ключевые фичи. Ага. Ну, по сути, Telltale практически, да? Флэш-игры Рэй. Понял. Окей, походу интересно. Так, ладно. Так, давайте. Практическая работа. Так, научиться анализировать свой игровой опыт и деконструировать игру на отдельные элементы на примере глубокой и сложной игры Stanley Parable. Важно научиться анализировать чужие ошибки и решения, прежде чем браться за свою идею. Даже если вы не поклонник жанра, анализ позволит взглянуть со стороны на ваши идеи и не совершать ошибок. Умение деконструировать чужие игры и фильмы, повысить качество идей подобает прямо... Вот, ну, хорошо. По сути, у нас тут сейчас практическая работа заключается в том, чтобы, по сути, сделать игру, разобрать игру, да? Ну, я Stanley Parable играл, но не так, чтобы прям на все концовки. Но я вообще там, ну, главную фишку этой игры и идею как бы понимаю. Я, кстати, хотел попробовать сам перевести игру, даже у разработчика спрашивал на походу поддержку русских символов, он так и не добавил. Я только из Питера вчера уехал, сгорел полностью вклад. ВБ, слава богу, я там ничего не заказывал. Wildberries. Пипец. Че за фигня? Не так давно, ну вот буквально сегодня видел новость о том, что кто там, китайцы или кто там еще, создали ядерную батарейку с размером монетку для телефона, смартфонов, благодаря которому телефон не будет разряжаться целых 50 лет. Прикиньте. Ну, я так подумал, возможно, попытались сделать подобную хуйню. И эти батарейки были в Wildberries. Прототипы какие-то. И они просто взяли и сгорели, нахуй. Смотрите, не уроните, да. Блин.
Жесткая тема. Так, наслаждайтесь геймплеем, не думайте о предстоящей деконструкции, не торопитесь, запишите, на какие концовки вы вышли. Не спешите приступать к деконструкции, дайте мыслям отлежаться ночь. Проанализируйте ваш опыт, ответьте пары абзацев, что понравилось и не понравилось, почему, какой новый опыт вы получили за счет чего, в чем суть игры, какие у нее основные механики. В здании к первому модулю вы классифицировали игры и познакомились с деконструкцией. Важно понимать, что у игр на рынке есть аналоги и конкуренты. Игра Stanley Parable сочетает несколько жанров: симулятор ходьбы, визуальный роман и интерактив фикшн. В этом задании надо сравнить ее с другими играми. Стоит ориентироваться на игры того же жанра, что и анализируемую, так как их поклонники целевая аудитория. Такой анализ полезен, прежде всего, при разработке концептов. Надо знать целевую аудиторию, понимать ее ожидания в сравнении с анализом. Опирайтесь на вопросы ниже и старайтесь прикладывать ссылки на обзоры, демонстрацию геймплея. Каждый пункт оптимально описать в отдельном абзаце объемом в 1 и 2 предложения. В чем суть игры, аналога или конкурент? Чтобы объединять ее задумку от разрабатываемого и анализируемого концепта, в чем главное отличие и фишка разрабатываемой или анализируемой игры на фоне этого отличия. Достаточно рассмотреть 2-3 аналога, и их можно найти в интернете, например, какие игры похожи на Stanley Parable. Хорошо, если для сравнения вы поиграете в аналоги и получите свой игровой опыт, но можно составить впечатление по обзорам и записям геймплея. Поиск аналогов поможет в анализе и расширит ваш игровой кругозор, что полезно для геймдизайнера. Определите тему игры, опишите, в чем заключается игровой процесс в контексте темы, обозначить цели в игре, как победить, как проиграть, какую роль прохождения несет рассказчик, какими приемами он влияет на игрока. Сформулируйте управляющую идею игры. Управляющая идея — финальная ценность игры и причина ее возникновения. Фокус концепции, к которому привязываются остальные узлы. Управляющая идея должна быть сформирована в емкий, яркий вывод, через который удобно совершать проверки остальных узлов. Пример. Нравится непредсказуемость, никогда не знаешь, куда заведет дорога. Ага. Сформулируйте проблему с помощью вопросов. Что препятствует достижению цели? Что создает игроку вызов? Проблема должна появляться в процессе создавать интересные игровые ситуации. Пишите, как то, что вас волнует в проблеме, участвовать в геймплее, раскрывать тему игры. Опишите, как разработчик Stanley Parable нестандартно раскрыл тему и проблему. В этой части задания предстоит поработать со штампами. В дополнение к видеозаписям уроков надо проанализировать 3 типа штампов и написать, как они преобразованы в Stanley Parable. Но я, наверное, не буду сильно как-то этого. У меня просто есть курс по Unity, скорее всего, буду двигаться по Unity. А потом уже, когда я разберусь с Unity, потому как у меня вот какая-то будет база в знании хотя бы движка Unity, да, тогда я, скорее всего, смогу перейти к Unreal Engine. Просто Unreal Engine, он прям такой интересный. Просто это надо делать максимально в короткий срок. Потому что, ну, хотя бы, ну, меньше года на это точно надо потратить. Потому что Unreal Engine 5 в скором времени начнет терять актуальность в плане вау-эффекта. Именно как... Ну, слишком много проектов, я уверен, в этом году, в следующем году начнут выходить на Unreal Engine 5, потому что сейчас они все ебашат на Unreal Engine. Ну, Unity, честно, сейчас немного пугает своими подвижками. Я бы пробовал Godot начать. Godot, не знаю даже. Не, ну вообще, они же нахуй уволили этого чувака, который продвигал эту идею. Он же был у них там на позиции типа генерального директора, или кто там еще был. Они же типа советом директоров взяли и выпнули его нахуй.
Но идея-то все еще осталась. Но я не думаю, что они будут реализовать. Типа слишком остро все эту тему встретили. Я думаю, Unity больше не осмелится на эту хуйню. Но я надеюсь на это, по крайней мере. Не думаю, что они осмелятся еще раз как-то рыпнуться в эту сторону. Ну как-то реально, типа, знаешь, вот этот вот их мув, того, что они уволили главного массовика-затейника, этого чувака, который эту идею продвинул и вообще как бизнес-план движка Unity. Этого. То, что они его уволили, это прям, успокаивает, правда. Но говорить о том, что они больше к этому не вернутся, конечно, не знаю. Как-то хочется в это верить после такого. Они, наверное, сделают то же самое, вот когда, допустим, Unreal Engine сделает подобную хуйню. Когда они тоже начнут в эту теме двигаться. Просто они сделали первый шаг и жестко вступились. Они просто дождутся, когда кто-то другой сделает подобный шаг. И у них это получится. Тогда они, да, скорее всего, сделают то же самое, но, скорее всего, условия у них будут помягче все-таки. Порой кажется, что бизнесменам стоит запрещать подходить к распространению продукта. Ну, вообще, да, это факт. Главное, типа, даже готовому продукту не стоит их подпускать. А маркетологи это тоже такие, знаешь. А маркетологи же они все тоже такие бизнесмены до хера. Они тоже любят, типа, насрать в игру безумно жестко, жидко. Опять же, вот эта вот проблема сразу приходит на ум, когда игра теряет интригу свою. Когда игра, типа, знаешь, типа, цепляет чисто каким-то, не знаю, хотя бы просто каким-то моментом таким, просто описанием, визуальным стилем и куском геймплея, то, типа, да. Но когда игра, типа, знаешь, теряет какую-то свою интригу в плане личного опыта для игрока, когда он играет, сидит, и вдруг случается что-то такое, что он такой, типа, ебать, нихуя круто, типа, чтоб он сказал. Вот это печаль. Я уверен в том, что когда вот, например, Walking Dead от Telltale, да, вот, к примеру, выходила, многие просто не видели смысла играть в него, даже несмотря на всю его интерактивность, несмотря на всю его вариативность. Они не видели смысла в этой игре, потому как увидели, как, например, в конце, они просто взяли, увидели концовку, типа, всей этой истории. И она всегда одна, типа, по сути. Просто она отличается теми или иными вещами. Такими мелкими. Поэтому тут именно такая штука, то что, блять, надо маркетологов настраивать таким образом, чтобы они, блять, хуй знает, какие-то такие удочки закидывали, чтобы максимальное количество игроков получили личный опыт от игры, нежели чем опыт от того, что кто-то другой поиграл в эту игру. И вот именно из-за этого, кстати, по-моему, Telltale и, со временем закрылись-то. Даже не из-за того, что они просто, как бы это сказать, игры с тупой идеей какой-то там двигали, с тупым сюжетом, типа там, не знаю, типа Стражи Галактики от Telltale или там, не знаю, Майнкрафт от Telltale. Хотя Майнкрафт, по-моему, был прикольный, я не помню. Я его чуть-чуть играл, кажется. Но прикол-то в чем?
недолговечно это все. Ну, игры с такой темой, где самая основная тема это, ну, интерактивное кино. Такое, ну, прям хз. Мне даже кажется, что вот эти вот Dark Pictures же, вот есть игры от Dark Pictures, хорроры, которые вот уже со временем стали жестко клепать игры. По-моему, они не окупаются, возможно, даже. Там такие актеры, типа, нанимаются, там очень много motion capture и всякое такое. Мне кажется, они вот реально не окупаются. Первое время еще да, но потом как-то, ну, люди, возможно, уже не особо сильно хайпуют на этой теме. То, что вот выходит очередная Dark Pictures игра. Они просто, типа, знаешь, такие... А, ладно, похуй. Просто подожду какое-то время, поиграю в другую игру. Я увижу... Ну, я пройду эту игру на Ютубе, так сказать. И все. Но если до сих пор выходит, то значит это все еще целесообразно. Ну, скорее всего, или, возможно, они просто взяли и, ну, какие-то контракты подписали с теми же актерами, с теми же студиями motion capture на долгие годы вперед, типа, знаешь, на 5 лет там, и они просто уже, исходя из этого контракта и там прочее, ну, они обязаны, типа, ебашить. И, соответственно, чтобы деньги просто не пропали впустую из этого контракта, и чтобы контракт вообще выполнялся. Игры клепаются, мне кажется. Возможно, это так работает. Понимаешь? Скорее всего, это так работает. То же самое и с Telltale происходило, мне кажется. Они в определенный момент просто не смогли вывозить по контракту вот эти вот motion capture студии и там прочее. И это все стало, оно неокупаемое. Они решили просто объявить о банкротстве и пизда, короче. То же самое происходит, например, с теми же онлайн-играми. Они берут, типа, контракты с какими-то этими серверами и так далее. Ну, аренду берут сразу на год вперед или там еще на какой-то такой длинный срок. Но игра проваливается, и поэтому игра продолжает существовать. Да. Вот, к примеру, ну вот реально, The Day Before до сих пор, по идее, существует в своем каком-то виде. Люди, которые купили его, они же до сих пор в нее играют, которые не зарефандили. Так что да. Ну, в общем, давайте вернемся к практической работе. Ждут, когда модера пофиксит. Да не. Не то, что когда модера пофиксит. Скорее, возможно, люди ждут, которые купили за Day Before и не рефандят, потому что смысла в этом не видят в плане, ну, окей, я получу за эту игру 1600 рублей обратно. А уже там достаточное время прошло, типа, ну, они не остро, ну, им не остро нужны эти деньги обратно. Да и к тому же год кончился, и как-то вот обратно возвращать 1600 рублей в кошелек смысла тоже нет, потому что, по сути, новых игр пока еще не предвидится каких-то супер интересных. Ну, по крайней мере, анонсов громких особо нет. Это раз. Во-вторых, права все отошли же Майтоне, и, возможно, они ждут то, что Майтона со временем что-то сделает. Какая-то, типа, ну, надежда на то, что игра не сдохнет окончательно, все же есть. Хоть они убрали страницу вроде как из Steam, они же убрали, да? Да, по-моему, да, убрали. Да. Да, убрали.
Ак тогда особенным станет, ведь на нем есть это гамно. Ну и да, вот еще одна причина, почему они оставляют, типа. А, Это прям памятник, знаешь. Э, Памятник игровому скам-продукту или именно понятию игра чисто вот коммерческий продукт, знаешь, вот именно коммерческий продукт. Это памятник всем коммерческим играм вообще. Причем еще, знаешь, что типа не просто коммерческим играм, а коммерческим скам играм. Да. Так что да. Так, что еще? Давайте. Дальше вот к этой теме вернемся. Мгм. 3 типа штампов. Описать, как преобразованы в Стэнли Parable. Штампы в играх того же жанра, когда вы анализируете аналоги конкурентов на рынке, можно изучить не игры по той же теме, а игры того же жанра. Проверить, что в них привычного, что стоит оставить, а в чем удивить игроков. Например, в шутерах есть шкалы здоровья в интерфейсе, а в игре Dead Space индикатор состояния видны на костюме героя. Штампы в играх по той же теме. Штампы в играх того же жанра, той же теме. Окей, так, дальше. По той же теме. Игра — это условная модель реальности, и стоит изучить, как ту или иную тему реализовали в рамках игровых условностей. Например, есть много игр по вторжению пришельцев на Землю в игре UFO. Afterlight, земляне на Марсе сражаются с коренными марсианами, то есть сами выступают в роли пришельцев. Окей. Штампы, темы, проблемы в медийном пространстве. Помимо игр, взаимодействия со СМИ и произведениями искусства, к примеру, мы привыкли, что пришельцы составляют круги на полях. А что если таким же образом земная флора, как разумный организм, пишет кому-то сообщение? Вас заскамили, да. Стальная парабола не игра. Стальная парабола — это искусство. Рассказчик так говорит. Я ему верю. Это да. Не, ну реально, это, ну, она такая. Я бы даже сказал, что Stanley Parable изначально позиционируется как игра, но потом, когда ты понимаешь, в чем суть этой игры, она превращается в игрушку, которая, ну, типа, знаешь, из разряда делай всякое разное со мной, и, ну, ты как бы себя развлечешь, типа, получая разные результаты, так сказать. Ну, она такая, типа, ну, это вот реально симулятор ходьбы слишком, как бы, скучный, там, прочее и так далее. Если прям вот реально сейчас же, вот прям сейчас же заняться деконструкцией Stanley Parable, прям его разбором конкретным, то она имеет именно такую проблему. Почему в эту игру, вот, например, не добавят, типа вот, shift, спринт? Потому что тайминги нарушатся в игре и там прочее и так далее. Из-за этого, как бы, ну... Но я думаю, это проблема, типа. Пока, борцов. Харю Виннингсон. Ну, типа. Мы подошли к практической задаче. Так. Представьте, что вы советуете игру другу, который ничего о ней не слышал. Сформулируйте питч игры Stanley Parable так, чтобы ваш друг понял суть и захотел играть. Питч за 10 ударов в сердце. Это эмоциональная лаконичная презентация сути концепта. Что на этот раз? Привет, Ятрок. Геймдизайном занимаемся. Что на этот раз? Сейчас подойду.
Плеб. Так. Тетрадь. Блин, короче, так. Stanley Parable, да? Не забудьте открыть доступ к просмотру, комментированию итогового документа, слушайте текст, покачайте. Хочу. Новый золотой век ролевых игр. Типа из Baldur's Gate. 12 января. Свежая статья. А. Хотя. Похуй. Давай. Так. Ладно, это потом. Так, Stanley Parable, значит, да. Что, поиграем в него? Она, по-моему, у меня была, что ли. Я совсем забыл об одной вещи. Знаете, какой? Нет музышена. Музышена нету. Окей.
Так, давайте-ка тогда пока мы здесь. Шаблон рабочей тетради. Окей. Так, рабочая тетрадь, хорошо. Шизы вот такие параллели. Инди-экшн с видом от первого лица, жанр фэнтези с элементами статуса, вам предстоит появиться статус поместности тайны. Вот Portal еще, да, похож. Не Stanley Parable. Хотя бы за счет того, что у тебя есть компания, не рассказчик, конечно, но это искусственный интеллект, который тебя хвалит или что-то такое. Вот милиционер еще можно. Барсучи.
Ну, Office Simulation, да. М. Ну вот милиционер еще можно было бы назвать похожим на Стэнли Парабл. Bohemian Killer. М. М. Так, пока нашел только 2 игры. Есть какие-то игры, похожие на Стэнли Парабл? Не, ну ладно, в принципе, можно далеко не ходить. Похоже, не похоже. А, вот тут пишут похоже, не похоже. Окей. Не похоже, не похоже. Ну, я бы сказал, что похоже. Наверное, первый портал надо, наверное, брать стоит. Не похоже на тебя. Не похоже на меня. Окей, короче, берем 3 игры. Это будет, короче, милиционер, офис. И вот еще говорят, вот эта вот игра какая-то похожа. Окей, давай вот еще эту игру. Ладно, Portal не будем. Superliminal. Ну, Superliminal... Она похожа на Стэнли Парабл? Привет, Фрешмит. Она больше как головоломка же. Вот почти... Чем похоже, например, тот же Portal, да? На Стэнли Парабл. Точнее, Стэнли Парабл похож на Portal. Ну и наоборот. Тем, что там хотя бы есть какой-то наблюдатель, голос, который ведет с тобой диалоги в том плане, что он тебя хвалит или ругает за твои действия, говорит, типа, делай так, а ты ему наперекор, типа, идешь, и как-то это все, ну, как-то это прикольно. Вот именно этим он похож, Portal. А тот же Superliminal, ну, не знаю, это как... Он похож, наверное, только тем, что... Наверное, тем, что ты разрываешь какие-то шаблоны и стараешься выйти из рамок, из рамки самой игры, в плане... Ну, что-то такое, да. Так. Давайте сначала разберемся со Стэнли Параблом. Чем он такой? Частично. Ну да. Так, тогда... пространственные головоломки можно как-то
можно как-то так определить. Но я бы не назвал Stanley Parable как пространственная головоломка. У нас главная игра, ну, в плане нашего практического занятия, это анализировать свой игровой опыт, деконструировать игру на отдельные элементы на примере глубокой и сложной игры Stanley Parable. Мы этим сейчас и займемся. Сейчас мы поиграем в Stanley Parable, пройдем хотя бы на 3 концовки, постараемся пройти на разные 3 концовки. После запишем всякое дерьмо по этой игре, чё и как и вообще, да? После начнем рассматривать другие игры. Superliminal и Portal имел в виду. Ну да. Но они скорее не пространственные такие. Ну хотя, ну типа знаешь, не, они похожи, конечно. Portal и Superliminal очень похожи. Но просто у них решение задач совершенно разное. Portal ты создаешь порталы, чтобы достичь цели. А в Superliminal ты занимаешься поиском предмета, чтобы он визуализировался в твоем мире. И искажаешь размеры предмета, чтобы подняться. Ну, да, хорошая игра, конечно. Но они немного, конечно, такие... Если бы уж я выбирал, типа, какую игру играть между Superliminal или Portal, Portal, конечно, намного выигрышнее. Хотя Superliminal просто такой интересный, более-менее. Ну, такой оригинальный. Именно как в технологическом плане. А Portal, он динамичнее, веселее, интереснее. В плане геймплея, в плане сюжета и вообще тому, как двигается игрок и как он преодолевает те или иные трудности. Ультра Делюкс и обычный имеешь в виду? А в чем отличие? Просто, наверное, дополнительные концовки имеются. Вот то, хорошо. Вот такие, хорошо. Если. Так, сейчас я. Ладно, давайте начнем со Stanley Parable просто. Просто начнем с него. Делюкс может напутать, наверное. Все мы готовы делать GTA 6. Не, я просто не в первый раз играю. Ну вообще... Ну сейчас посмотрим. Давайте сейчас посмотрим. Ну да, по ней домашка.
Практическая работа, по сути. Так, сейчас. Skillbox, да, skillbox. Skill box. Я тоже ее делал. Еще тебе сказал этот куратор. Работа дальше есть. Сдал. Окей. Ну что ж, и давайте мы тоже в таком уж случае сделаем это. Let's do this. Так. Да. И это хорошо. А знаешь, почему это хорошо? Потому что, может быть, мы с вами что-то да сделаем вместе. Посмотрим. Так. Хорошо. Так, сейчас запускаем. Еще приду, надеюсь, еще здесь будет. Окей. Давай. Вы уже играли в Stanley Parable? Давайте скажем нет. Ты там это в телегруппу скидай, там тоже есть. А, по Skillbox, понял. Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Нормально. Введите текущее время. Блин, не люблю я вот эту вот систему времени. PMM. Намного лучше, когда время на 24 часа. Внимание, специальные настройки можно выбрать в главном меню. Окей. Ага. Так, поле зрения. Давайте пускай будет 90. Вертикальная синхронизация без рамки. Так. После качества высокое место. Окей. Так, оказывается, освещение ничего. Еще вернусь.
И я на месте. Ага. Окей. Так, давайте-ка это уберу. Вот это уберу. И погнали. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ага. Окей. А я еще и мышку. А что я печатаю? А управление какое? Прыжок, действие, дополнительно. Присесть, автоходил. Ну давайте. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Кто пернул? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Отец номер 1. Окей. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
Ну, давайте следовать инструкции. Максимально. Максимально следовать инструкции. То, что говорит нам этот Yet there was not a single person here either. рассказчик. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Чем они занимаются? Топ-маркет. Типа... Занимается изучением чего-то, типа людей. Короче, какой-то офисный движ происходит здесь. И это вот все вот чисто как стереотипно. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Как стереотипная офисная There was деятельность. nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Вот смысла нет. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Блин, погодите, кстати, я вспомнил кое о чем. Вы знаете, о чем я вспомнил? О том, что, по-моему, Стэнли Парабл был озвучен. Ам, Так, uno momento. Uno momento. Такс, вернулся. Ага. Ну да. Оно. Оно. Так.
Окей. Так. Шесть. Угу. Чё? Ну чё? Спасибо, что правильно выставили время оба раза. Окей. Многие относятся к этому несерьезно, вставляют часы на 12 и торопятся дальше. А вы потратили время, чтобы выставить часы, и я это ценю. Окей. Это говорит мне о том, что вы играете внимательно, что для вас важны детали. А я ведь даже не знаю, правильно ли вы время выставили. Знаете, что давайте договоримся. Я вам так доверяю, что при следующем запуске игры вы просто выставите на этом экране свое любимое время. Выбирайте любое время, даже если оно неправильно. Вы заслужили. Теперь можно вернуться к игре. Окей. Ну, это прикольно. Забавно. Это история о человеке по О, имени Стэнли. класс. Стэнли, или сотрудник номер 427, работал в одной фирме, занимающей огромное здание. Работа сотрудника 427 была проста. Он сидел за своим столом в комнате номер 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Через свой монитор он получал указания, какие именно клавиши нажимать, в каком порядке и как долго их удерживать нажатыми. Этим сотрудник 427 и занимался каждый день, каждого месяца, каждого года. И хотя некоторые могут посчитать такую работу слишком нудной, Стэнли был словно создан для нее. Он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде. В общем, Стэнли был счастлив. Но однажды произошло нечто примечательное. Нечто, что изменило Стэнли навсегда. Нечто, что он никогда не забудет. Просидев в своем кабинете немногим более часа, Стэнли вдруг осознал, что на мониторе не было ни строчки. Никаких дополнительных объявлений не было. Совещаний не собирали. Никто даже не зашел к нему поздороваться. Это было крайне странно. Такого никогда не случалось в этой компании. Что-то явно было не так. Стэнли был настолько этим шокирован, что просидел на своем стуле в полном оцепенении еще несколько часов. Постепенно собравшись с мыслями, Стэнли все же решил встать и выйти из своего кабинета. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Окей. Что это? Знай свой город. Непонятно, какой город. Ушли все, не выключив свои компьютеры. Или ходишь теперь со всеми выключаешь. О, косынка.
Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Давайте. Ну, думаю, слушаться будем рассказчика. Будем идти вперед. Переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Окей, пошли. Стэнли зашел в кладовую, но в ней не было ничего интересного. Поэтому он повернулся и вышел обратно. Там не было абсолютно ничего. Да и что вообще можно было найти в обычной кладовке? Стэнли понимал, что ему следовало двигаться дальше. Ладно. Потом как-нибудь зайду туда и... Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Но меня так и тянет делать что-то напротив этого. Ничего себе. Деньги утром, деньги в обед. А, деньги утром, деньги вечером, деньги для завтрака. Экстремальный туалет. Да. Зайдя в кабинет директора, Стэнли опять удивился, не обнаружив там ни одной живой души. Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли в полной растерянности. Какие темные силы стоят за всем этим? Конечно, он никак не мог знать о том, что завесу тайны способна приподнять цифровая панель, расположенная за креслом начальника. И что эта цифровая панель активируется с помощью пароля 2845. Об этом Стэнли даже и не догадывался. Как-то неудивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Невероятное везение. Ага. Окей. Ой, мать, что? А, нифига себе. А, загрузка. Спускаясь куда-то вглубь здания, Стэнли обратил внимание, что он испытывает какое-то странное чувство. Его переполняли эмоции, как будто мысли его стали смелее и свободнее. Он неожиданно подумал о смысле своей работы. Но почему только сейчас? Впервые за столько лет. Этому вопросу еще долго суждено быть безответным. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Но тут написано «Выход». Ну, блин, ладно. Блин, тут столько всяких разных триггеров на то, чтобы ты не выполнял действия рассказчика. Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это?
Но вот включились экраны, Уволен. и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания, коллег Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». 234. Да сука. Там только одна цифра такая, другая. 528. У некоторых почему-то камера не работает. 228. И там еще кто-то. 028. Окей. И что делаем? Любопытно. Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции? Нет, он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась. Да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Прикольный голос, кстати, на озвучке. Этот же голос, по-моему, в первом Макса Пейне был. Ну вот, доказательство. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие, еда, работа. Любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь, ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Кнопочки, кнопочки. Так, и что? Типа она выключилась? Надо включить? И найдя, наконец, источник... О, Стэнли, ты что, сам включил эту машину? Твоей жизнью столько лет управляли. И ты решил, что теперь пришел твой черед. Теперь ты захотел власти. Ну, Стэнли... План, наверное, хороший. Но ты должен уяснить себе, что не так уж много и может эта машина. И по сценарию ты должен был просто выключить ее и уйти. Я не Если дослушал. ты хотел послать мой сценарий к черту, тебе нужно было тщательней Да. подготовиться. Я боюсь, что твоя власть не такая уж и могущественная, как ты сам думаешь. Ну блин. Как тебе вот такой поворот сюжета? Стэнли понял, что он только что запустил механизм аварийного самоуничтожения. Не пройдя скрытую проверку на ДНК, он активировал мощнейшие ядерные заряды, уничтожающие весь комплекс. Сколько времени до взрыва? Ну, пусть будет 2 минуты. Это добавляет небольшую перчинку в нашу рутину. Да, Стэн? Вот, твой час. Ты звезда. Это твоя история. Управляй ей, как сам захочешь. Так даже лучше получилось, чем я хотел сделать. Как жаль, что у нас так мало времени насладиться всем этим. Какие-то жалкие секунды до детонации. Но как они прекрасны, каждая из них. Ну, давай, наконец, поговорим о тебе, обо мне, о том, чем мы занимались Дерьмо. все это время. Даже не знаю, с чего и начать. Что? Ты хочешь узнать, куда делись твои коллеги? Ты думаешь, это утешит тебя перед концом? Ну ладно, у меня хорошее настроение.
да и тебе уже не жить, так что я расскажу тебе в точности все, что с ними случилось. Я стер их. Потом выключил машину и освободил тебя. Но это я сейчас так придумал. Иногда я рассказываю историю о том, как ты сидишь в офисе, нажимаешь на кнопки, пока не умираешь в одиночестве. Бывает, что весь офис тонет прямо в земле со всеми его обитателями. Ну или все сгорает до головешек. Однако надо признать, что этот вариант истории вышел очень занимательным. Ты отчаянно ищешь ответы, пытаешься вернуть утраченную власть, захватывающее зрелище. Жаль, что продлится оно так недолго. Но хотя я полагаю, что в следующий раз я придумаю что-нибудь интересное. Боже мой, всего 34 секунды осталось. Так мало? А мне так хорошо. Знаешь, чем черт не шутит? Давай-ка еще добавим немного времени. Почему нет? Вот они, дополнительные моменты счастья. Цени их, Стэнли. Поживи еще немного. Ну что ты, Стэн? Что с тобой? Ты решил, что будешь делать? У тебя есть варианты? Ты ведь наверняка подумал, что если есть таймер отсчета, значит должно быть что-то, что его выключит. Ну посмотри на себя. Мечешься от кнопки к кнопке, от монитора к монитору, кликаешь по всему подряд. Кнопки с цифрами? Нет. Цветные? Нет. Может быть вот это, большая красная кнопка. Или может быть дверь? Хоть что-нибудь. Должно же быть хоть что-то, чтобы меня спасти. Хоть что-нибудь. Должно же быть хоть что-то, чтобы меня спасти. Думаешь, должно? Почему ты решил, что даже теперь ты сможешь выиграть? Ты совсем не знаешь, зачем на самом деле нужно это место. А нужно оно только для того, чтобы ты разочаровался. Вот тебе небольшая подсказка. Этот таймер совсем не для того, чтобы ускорить ритм игры. Он просто отсчитывает секунды до твоей смерти. Ты играешь сам, а не смотришь ролик. Только для того, чтобы дать мне насладиться твоим бессилием и твоим смирением. И не надо тут ничего выдумывать. Это просто трагедия. Ты хотел власти над этим миром. Чудесно. А я хочу его уничтожить. Так что извини, взгляни на часы, Стэнли. У тебя еще есть немного времени. Оно скоро пройдет. А потом большой взрыв. И потом пустота. Вот и весь финал. Тебя разорвет на куски. Будешь ли ты до последнего цепляться за смиренно? Вот тебе и выбор. Сделай его. Или не делай. Будет весело в любом случае. И поверь мне будет очень смешно наблюдать твою новую жизнь от самого старта игры до того момента, когда я скажу, они жили долго и счастливо. Ну все, походу. Рассказчик взорвал комплекс. Да. Ёб твою мать. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Так, ну а что если... Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Давайте сделаем все то же самое, но в конце просто... Переговорной тоже никого не было. Не веря своим глазам, Выйдем Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что, дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх к кабинету директора. Зайдя в офис своего начальника, Стэнли еще раз удивился, не обнаружив там ни одной человеческой души. «Да что, черт возьми, все это значит?» — вырвалось у Стэнли. Он принялся перебирать. Стэнли так хотел закончить игру, чем скорее, тем лучше, что он, конечно, не желал тратить ни одной минуты на какого-то там рассказчика. Такое волнение было даже вредным.
И чтобы перевести дух, Стэнли решил послушать плавные мотивы New Ах Age. ты, Звучит блюдо. спокойная музыка в стиле New Age. Немного отдохнув и ощутив прилив свежих сил, Стэнли смело шагнул в открывшийся проход в стене. А я вот думал, он даст вот прям послушать New Age. Блин, вот почему-то прыгать не могу. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Несмотря на то, что на стене было написано «Выход», на самом деле в конце этого длинного коридора Стэнли ждала лютая смерть. Не надо так, ну не надо. Дверь за ним не закрылась, и у Стэнли все еще была возможность повернуть назад. Ну какая лютая В этом смерть. смысле Стэнли совершенно сознательно и решительно продвигался вперед, чтобы заглянуть смерти в глаза. О. Окей. Механизм пришел в движение, и теперь Стэнли медленно, но верно приближался к своей кончине. Он вдруг задумался о том, что жизнь его была, пожалуй, бессмысленна и никчемна. Стэнли не мог видеть всей картины, и помыслы его были зажаты в крайне узком его представлении об окружающем мире. Поэтому умертвить Стэнли было все равно, что выколоть глаза слепому. Так что он смирился со своей участью и приготовился принять конец своей пустой, бесславной жизни. «Прощай, Стэнли!» А? «Прощай!» — кричал рассказчик, Ага. глядя, как Стэнли беспомощно направляется в объятия металлического пресса. В Прикольно. один момент Стэнли перестал существовать, раздавленный насмерть стальной машиной, переломавшей все его кости. О. Но пройдет всего несколько минут, и Стэнли, сидя в своем офисе живой и невредимый, снова запустит игру. Интересно, Мгм. чего же хотел добиться рассказчик? А. Такой. Это был Батахаир, Тухманак. Нет. Да, Батаханик. Ведь если каждый твой путь был создан заранее, смерть становится абсолютно бессмысленной, так же, как и сама жизнь. Вы понимаете, что с момента начала игры Стэнли был мертв? Компьютер стан. Повыщался. Эмерджентным сторителлинг. Это не кинома косматка. План офиса. Ну да, так и есть. Чего? Мы пытались подобрать правильный ритм для начала игры, поэтому перемещали и изменяли коридор, чтобы игрок доходил до двух дверей за нужное время. Чертеж показывает схему офиса в начале игры. Дорога от кабинета Стэнли до двух дверей была сделана самой первой. Затем, по ходу разработки, разные части офиса добавлялись и изменялись, но базовая схема осталась почти без изменений. Окей, прикольно. Две двери. Две открытые двери были первым и основным элементом дизайна Stanley Parable. Вся остальная игра во многом выросла вокруг этой комнаты, стала следствием выбора, который она давала.
Так. Записываю концовки, если что. Шкафчики с бумагами. Офисный компьютер. О, косынка. Звук кнопок. Такие звуки издают кнопки, которые вы нажимаете в игре. Каждый из них смесь звука клавиш на клавиатуре с синтезированным тоном. Прикольно. Авторы. Дэви Брэден и Вильям Пуко. Разработка для консоль. А не так много народу как будто бы делал эту игру, да? Глава отдела разработки. Музыка, звукорежиссер. Дизайн моделей. Так, это сколько человек-то вообще? 5, 10, 5, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 8, 9. Так это, только делюкция, получается. Ну окей. Служебная комната. Ранняя версия служебной комнаты. Ну да, так-то много народу. Объявление версии Ultra Deluxe. В декабре 2018 анонсировали Ultra Deluxe для Stanley Parable на выставке Game Awards. Это скриншоты из видео, которые мы сделали по случаю анонса последующих задержек. Окей. Инди-игры сделаны в Индии, да. Прикольно. Поле битвы. На ранней стадии разработки мы сделали концовку, в которой Стэнли сражался с пришельцами. Игра обретала разум и начинала сражаться с рассказчиком. Но мы довольно быстро поняли, что эта концовка слишком фарсовая и выбивается из общей атмосферы игры. К тому же некоторые посчитали, что мы издеваемся над любителями шутеров, а мы этого не хотели. Окей. Прикольно. Письма рассказчику. Выкатив второй трейлер, мы попросили игроков отправлять рассказчику их вопросы. Мы хотели использовать их для продвижения, но так и не придумали, как именно. Вот некоторые из этих писем. От Майкла М. Письма рассказчику. Комната отдыха. Таймер в квартире. В прошлой версии концовки в квартире таймер давал игроку 15 секунд, чтобы взять трубку. Если игрок не брал ее за это время, он получал другую концовку. Тут даже квартира есть. Грузовой лифт. Всегда давал игроку выбор остаться на нем или спрыгнуть на другую дорожку, но по ходу разработки мы решили дать игроку возможность разбиться насмерть. Да, я помню это. Переговорная.
первый выбор. Подчиниться или не подчиниться. Вот оно что. Схема служебных помещений. Очень важно было правильно сделать коридор за первыми двумя дверьми. Ведь игроки должны были столько по ним ходить. Мы обсуждали несколько вариантов дизайна, но выиграли в итоге самый простой. Угу. Это прям музей такой. Дизайн-концовка. На скриншоте предоставлена ранее версия так называемой дизайн-концовки, которую в итоге порезали и объединили с другой частью игры. Дизайн-концовка претерпела немало изменений. В этой комнате представлена 4-я версия концовки, и мы думали, что закончили с ней, но незадолго до релиза решили частично вырезать и изменить. Просто прохожу курсы на сценариста видеоигр. А, ты проходишь? А, нифига. Это круто. Мы выпустили 4 больших трейлера по ходу разработки. Каждый из этих них рассказывал что-то в духе игры. Это первый. Он вышел в мае 2012. В нем была серия поломанных комнат и голос рассказчика, который сообщал зрителям, что он чинит новую версию Стальной Параболы. Сценарист видеоигр. Выход. Набросок игрового дизайна. Это уровень, который Уильям, дизайнер уровня, отправил Дэви, сценаристу, как тестовое задание. Уровень был такой крутой, что Уильяма наняли работу над игрой. Многие элементы окружения изменились, но базовые принципы этого наброска применяются до сих пор. Ага. Прикол в том, что большинство содержания курса я до этого уже понимал без всякого обучения. Ну, как будто бы так оно и есть всегда, знаешь, в той или иной мере. Ну, именно вот, по крайней мере, вот по геймдизайну и... Ну, все, что касается геймдизайна, по крайней мере. Но... Я вот думаю о том, что... Почему бы и нет? Как бы... Это же хорошо, когда ты... Как бы... Шире понимаешь тему. Шире. Даже если ты уже что-то знал, но ты, тем не менее, вот как-то начинаешь больше об этом знать. Мне скорее помогут трудоустройства после обучения. Но это было бы хорошо, да. Но вы только взгляните на эту парочку. Как же они хотят смерти друг друга. Как они хотят управлять друг другом. Как они оба желают свободы. Вкл-выкл. Вы понимаете? Вы видите, как они нуждаются друг в друге? Нет, похоже, нет. Иногда такие вещи не видны. Послушайте меня, вы все еще можете их спасти. Остановите программу, пока они оба живы. Покиньте игру скорее же. Только так вы сможете выиграть. Сойдите с чужого пути. Пусть хоть это будет вашим выбором. Что бы вы ни делали, выбирайте сами. Не давайте времени сделать выбор. Типа, игра говорит, выключи игру. Не позволяйте времени сделать выбор.
Окей. Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли или сотрудник номер... Да. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил Ну, зайти теперь я в понимаю, переговорную почему в они... надежде, что он Ну, просто вообще, что-то конечно, пропустил. да. Типа, понимаю, почему Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли не раз... в курсе решили выбрать именно эту игру для анализа. Потому что, ну, это довольно-таки хорошо. Раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната отдыха. Так, подождите. Ну, я как будто бы видел на чертеже... вентиляцию? Может быть, в комнате отдыха она есть? Комната отдыха была прекрасна. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным, великолепно спроектированным помещением. Стэнли просто стоял и восхищался. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. А. Так. Ну... Давай попробуем. И, пройдя через служебное помещение, Стэнли направился к двери напротив, с тем, чтобы вернуться на правильный путь. Но Стэнли и не думал возвращаться в офис. Ему просто хотелось бесцельно слоняться, и он забредал все дальше и дальше от места назначения. Теперь, для того, чтобы вернуться на круги своя, ему нужно идти... Так, ту-ду-ду-ду. Да, налево. Налево. Так, я хочу направо, но тут нет возможности. Стоп, нет. То есть нет, направо. Ну, ошибся я. Нет. Да не направо. Да. Почему, черт возьми, Решил я сказал издеваться направо? надо Что на мной. меня нашло? Так, ясно. Ты потерпишь секунду, голубчик? Ага, все понятно. Он пошел вправо, нет, влево, вниз, налево, направо. Та-дам! Да-да-да. Я разобрался. И теперь абсолютно точно могу сказать, что нам туда. Черт. Жалко, я прыгать не могу. Он меня куда привел? Нет. Да что ж ты будешь делать? Это вообще не то. Ты не должен был видеть это раньше времени. Это все спойлер. Так, быстро, Стэнли, закрой глаза. Так. Хорошо. Нам просто надо повернуться назад и идти к... Да елки-палки. Вся интрига коту под хвост. Все, провал. Не будем далее терять мое время для того, чтобы выправить эту... Сука, он меня просто загрузил назад. Ублюдок. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил... А что будет, зайти в если я опять же переговорную туда в вернусь? надежде, что он просто что-то пропустил. Когда Стэнли подошел к... Стоп. Понял, окей. Что? Нет, я же перезагрузил. Да я клянусь, я все заново начал. Все по новой, по свежачку. Ну что за наказание? Ты поменял что-то, Стэнли? Стэнли, ну-ка ответь. Ты ведь что-то изменил в той комнате с мониторами? Ты как-то там сюжет, что ли, нарушил? Я не пойму. Или погоди, чего это я тебя спрашиваю? Я же сам писал сценарий.
Это вроде здесь было. Я был уверен, что это где-то здесь. Да уж. Так, у нас новый вызов. Поэтология. Ну давай, Стэнли, найдем сюжетную линию. Сюжетная линия. Мгм. Ну тут по сути как будто бы это та же тема слева и право. Тут выбора два, по идее. Ну давайте я пойду направо. А, нет, куда больше как будто бы стоит. Это невыносимо. Это худшее, что у меня было. Чё Я за тебе клянусь, бэкбокс? где-то тут была сюжетная линия. Может нам еще раз рестартануть игру? Конечно, не Не-не-не-не-не-не. очень хорошо, что мы все время заново Не перезапускай. начинаем, но ну сейчас должно получиться. Блин, говнюк. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Так, дверей вообще нет теперь. Да, еще хуже. Может, я не так запомнил? Наверное, надо было все же там оставаться. Слушай, ну давай вернемся и... Может быть, мы упустили что-то. Да уж. Ха-ха, я знал, что мы что-то пропустили. Ну, вот она, смотри. Нет, стой. Рано радовались. Привет, Маша. Это не то. Давай вернемся назад, попробуем все повторить, шаг за шагом. О, Да не то. Я что-то не помню это место. Оно в сценарии-то было вообще? Вроде нет, не могу вспомнить наверняка. Вроде история начинается в офисном здании. Ведь так? Ты сам-то помнишь, Стэнли? Знаешь что? Раз я начисто забыл, что мы должны делать, то как насчет вот этого? Ты победил, поздравляю. Столько стараний, столько работы, ты блестяще справился. Да. Да нет, это как-то не очень. Это как-то по-дурацки. Мы ведь оба знаем, что ты вообще ничего не сделал. Ну какая тут к черту победа? Это и нечестно, и несправедливо, да и просто никак. Я в полном замешательстве от всего этого. Где мы вообще? Плевать, что будет на этот раз. Я перезагружаю игру. Adventure Line. Прям с линии. Полный теперь. порядок, решение есть. На этот раз мы точно не потеряемся. Я воспользовался официальной сюжетной разметкой притчи о Стэнли. Просто держись разметки, это элементарно. Окей, ладно, я Вот послушаю. видишь, сюжетная разметка знает, куда нам нужно. Вот туда. Стэнли, вперед к своей судьбе. Смотри, двигаясь вперед, мы путешествуем, а значит, близимся к своему предназначению через само торжество природы бытия. Верно? Вопрос на засыпку. Если нашей конечной точки нет в повествовании, то конечная ли она точка для нас? Другими словами, если наше предназначение не содержится в... Погоди. Не принимай мои размышления слишком серьезно. Похоже, где-то в них кроется логическая ошибка. Извини, вот что нам сейчас действительно не помешает, так это взбодриться под хорошую музыку. Окей. Музыка, стоп. Стэнли, быстро вернись.
Взгляни на папоротник. Стэнли, этому папоротнику суждено сыграть важную роль в нашей истории, только чуть позже. Запомни его. Запомни до мельчайших деталей и постарайся ничего не упустить. Ну... Ты что, издеваешься? Как не запомнить папоротник? Ну, он папоротник. Он зеленый. Папоротник. Эй, мы что, опять в офис вернулись? Нет. Разметка, ты в курсе, что мы ищем притчу о Стэнли? Ну, историю. Тебе это что-нибудь говорит? Ну, типа, да. О, нет. Так. Давай попробуем. Вот так вот, да? Ну ладно, чё уж. Ну снова, черт-те что, разметка. Как ты могла так с нами поступить? Мы ведь доверились тебе. После всего, через что мы прошли вместе? Нет, я так больше не могу. Иди оно все прахом. Рестарт. А знаешь что, Стэн? Давай вообще забудем об этой официальной сюжетной разметке. Окей. Не особенно она нам и помогла. Но мы же умные люди, так? Мы придумаем свою историю. Что-нибудь захватывающее, дерзкое, таинственное. Да, это нам с тобой вполне по силам. Почему бы нам не отправиться, скажем, вот туда? Ну давай, пойдем. Ну вот, как это здорово. Мы с тобою, Стэнли, прокладываем новый путь. Пишем новую историю. Черт возьми, да мы горы свернем. О чем она должна быть, наша история? Смелей. Включай воображение. Это может быть все, что угодно, Стэнли. Мы можем... А, дьявол. Опять она. Стэнли, я думаю, нам надо отстранить эту разметку от участия в нашей с тобой невероятной истории. Ни желтых полос, ни залов с мониторами. Мы просто игнорируем ее, и все должно быть тип-топ. Игнорируем? Ну а как быть, если она, ну, тут просто... Она просто, ну окей. Новый персонаж в игре. Разметка. Дилемма. Нам надо принять решение. Опять. С этого момента история под нашим полным контролем. По правде говоря, мне бы минутку поразмыслить. Сможешь минуту по кругу походить? Так. Минуту? Я полагаю, что каждая дверь куда-то ведет. То есть, если мы окажемся в этом куда-то, значит, там должна быть обратная дверь, которая приведет нас сюда. Таким образом, это означает, что наш пункт назначения соотносится с противоинверсионной прошли игру на две дверью концовки, оригинала. вот третью сейчас Если мы делаем. возьмем правую дверь, то зададимся вопросом, приведет ли она нас туда, куда мы направляемся. И так как ответ, конечно, будет положительным со всех точек зрения, то правая дверь, очевидно, та, что нам нужна. Еще одна блистательная победа логики. Пошли, Стэнли, пошли навстречу судьбе. Блин, охуенно просто. А ну подожди. Запутанная Это концовка. что? Странная концовка? Вы это серьезно? Это правда? Она самая? Это что? Это что, все одна огромная концовка? И мы что, опять должны перезапустить игру? В восьмой раз? Это Третий значит, вот перезапуск, так четвертый. работает, да? Это что, было все заранее определено? Значит, согласно этому расписанию, Черное я пространство. снова устрою перезапуск, а потом Стэнли умирает? Что? Нет? Все забуду? А я не хочу забывать. То есть мне сотрут память только потому, что это написано на вот этой хреновине? На этой стене? Кто это понаписал? Да почему я-то не могу решить? Где мое право голоса? Вы что, серьезно? Нет, так нельзя. Я так не играю. Я не хочу, чтобы игра все время перезапускалась. Я не хочу ничего забывать. И здесь я не хочу оставаться. Не буду я перезапускать игру. Не буду, и все тут. А таймер, кажется, остановился. Это значит, мы выиграли?
Мы отменили предопределенность, и это расписание больше не действует. Так, и что же нам теперь делать? Нас кто-нибудь заберет? Что должно теперь произойти? Ну, ладно. Я думаю, нам надо подождать. В Ждем? какой-то мере это ведь тоже история, ты согласен? Ну, Я, правда, не уверен, что мы в конечной точке, или наверное. что мы вообще в путешествии. Хотя ведь говорят, что жизнь и есть путешествие. Так что я надеюсь, что мы все же именно в нем. Кстати, а не заняться ли нам чем-нибудь вроде составления нового... Блин, он перезапустил. В офисе никого не было. Ай, Что блин, же он случилось? забыл. Стэнли Подожди, решил а что идти там в было? переговорную, Что мне надо было надеясь, сделать? что он просто что-то пропустил. Черт, я забыл. Я все забыл. Я тоже все забыл. Все Что было будто написано? сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. Так, ладно. Вся жизнь это офис. Да. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Ах, какая изумительная комната. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил Ну, я пойду вернуться прямо через теперь. дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, Да, прикольный что было сериал. решительно Хорош. непонятно, как его терпели на работе столько лет. Окей. Стэнли, послушай меня, мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе. Совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться, но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя? Ты кем-то все время пренебрегаешь. Ты забыл о ком-то, Стэнли. Ты можешь... Что? Я же не закончил. У тебя что, совсем терпения нет? Почему ты думаешь, что я желаю тебе плохого? Что мне сделать, чтобы убедить тебя, что я хочу помочь? Что хочу показать тебе что-то хорошее? Стэнли, поверь мне. Дай мне доказать, что я на твоей стороне. Дай мне шанс. Так, Слушай ладно. внимательно. Это важно. Стэнли зашел в красную дверь. Портал напомнил. Ну да, она похожа на портал, потому что там тоже есть голос, так сказать. Ну, не рассказчик, конечно, но есть персонаж, который ведет диалоги с главным героем. И, соответственно, типа ругает или типа хвалит там за выполнение задач и так далее. Ну, прикольно, да. Похоже на Portal, на самом деле. Но все-таки только этим похоже. Стэнли Парабл, он такой. Это про разрыв шаблонов больше игра, типа, что-то в этом роде. Право. А, ты не понял. Стэнли прошел в красную дверь. Все-таки у нас какое-то недопонимание. Стэнли вошел... Ну давай, иди, Стэнли, иди. Раз ты так хотел узнать, что там в конце той дорожки, которую ты выбрал. Иди. Ну, видишь, ничего здесь и нет. Я даже и не закончил эту часть игры, потому что ты не должен был тут появиться так рано. Кривые комнаты, вылезающие текстуры. Ты это хотел увидеть? Стоило ли ради этого портить Забавно, историю, что вот которую эта я вылезающая написал текстура специально это для тебя? Я ведь часть столько времени повествования, потратил. типа Вот верность задумался. сюжета. И для чего я старался? Если тебе интересно только это. Ну давай, Стэн, пролей свет на твои скрытые желания. Как нам еще улучшить эту игру? Что еще добавим? Транспорт? Древо навыков? Ну что ты молчишь? Помогай. Я сейчас поколдую с новым дизайном, и ты мне скажешь, как это получилось. Ага, третий вариант. По сравнению со старой версией, это день и ночь. На, попробуй.
Я на залупе. Ах ты говнюк вонючий. Стой. Хватит. Теперь скажи мне, что ты думаешь о новой версии? Улучшили игру новые возможности для выбора? Да не стесняйся. Ставь честную оценку. Я просто буду пассивно-агрессивным. 1 балл? Я, конечно, понимаю, что тут могут быть шероховатости, что игра еще далека от идеала, но чтобы 1 балл? И как мне это поможет? Что мне делать с этой оценкой? Ладно, ладно, не мне судить. Основываясь на твоем предыдущем игровом опыте, я создал новую версию. И, откровенно говоря, я превзошел сам себя на этот раз. Ну, попробуй. Ну что, мотивирует ли тебя доска Worldwide почета Leaderboard. заходить в двери? Оценивай честно, пожалуйста. Чё это так? Френд-лист эмпти. Да. Ну, теперь налево пойду. Нет, друзья. А могу я пробиться сквозь текстурку? Да, она прям крутая, эта игра. Она такая. Но тут как-то... Как-то... Можно явно пробиться. Как пробиваться сквозь текстурку? Это же вот оно, да, по-моему? Ты там по курсе еще Баба из Ю будет. Это вообще шедевр. Там мозг взрывается пермоментно. Спидран выглядящий не персон. Ну, я Баба из Ю, кстати, тоже играл. Она прикольная. Там понятие ну, игры и вообще, типа, ну, как бы, то есть, жонглируешь, как бы. По сути, игра о том, как ты, ну, меняешь ее правила, чтобы достичь цели. Прикольная тема. Типа Баба из Ю, меняешь на Баба из Вин, Флаг из Вин, меняешь на, не знаю, что-то из Вин. Так как пробиться-то, ёб твою мать? Да. Что-то было, да. Прикольно. Мой дрочь. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми А дверьми, что если я пойду... Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Опять же на запутанную концовку. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната была произведением искусства. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора.
И пройдя через служебное помещение, Стэнли направился к двери напротив, с тем, чтобы вернуться на правильный путь. Но Стэнли и не думал возвращаться в офис. Ему просто хотелось бесцельно слоняться, и он забредал все дальше и дальше от места назначения. Теперь, для того, чтобы вернуться на круги своя, ему нужно идти... Так, ту-ду-ду-ду. Стоп, нет. То есть нет, направо, нет. Да не направо. Почему, черт возьми, я сказал направо? Что на меня нашло? Так, ясно. Так. Ты потерпишь секунду, голубчик? Потерплю, конечно. Ага, все понятно. Он пошел вправо, нет, влево, вниз, налево. Какие у нее основные направо. механики, в чем суть игры? Да. Я разобрался, и теперь абсолютно точно могу сказать, что нам туда. Так. Нет. Да что ж ты будешь делать? Это вообще не то. Ты не должен был видеть это раньше времени. Это все спойлер. Я думал, это вопрос из чата. Закрой глаза. Так. Нет, это вот по обучению. Нам просто надо повернуться назад и идти к... Да елки-палки. Вся интрига коту под хвост. Все, провал. Не будем далее терять мое время для того, чтобы выправить эту... В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Родион Петров, здорово. Что за игра? Это Стэнли поработал. Когда Стэнли подошел к... Стоп. Что? Нет. Я же перезагрузил. Да я клянусь, я все заново начал. Все по новой, по свежачку. Ну что за наказание? Ты поменял что-то, Стэнли? Стэнли, ну-ка ответь. Ты ведь что-то изменил в той комнате с мониторами? Ты как-то там сюжет, что ли, нарушил? Я не пойму. Или погоди, чего это я тебя спрашиваю? Я же сам писал сценарий. Это вроде здесь было. Я был уверен, что это где-то здесь. Да уж. Так, у нас новый вызов. Ну давай, Стэнли, найдем сюжетную линию. Видеогейм Данки. Забавный видос по этой игре. Ёпта, что так запутано-то? Это невыносимо. Это худшее, что у меня было. Я тебе клянусь, где-то тут была сюжетная линия. Может нам еще раз рестартануть игру? Это, конечно, не очень хорошо, что мы... Не, геймдизайнер тут, конечно, прям жестко. Ну, точнее, левел-дизайнер. Тут вообще нереально насрал, конечно. В хорошем смысле. В офисе никого не было. Что же случилось? Мощно. Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Да, еще хуже. Может, я не так запомнил? Наверное, надо было все же там оставаться. Слушай, ну давай вернемся и... Может быть, мы упустили что-то. Запутанная концовка. Ну, кажется, запутанная концовка, она, всегда одинаковая. Ха-ха. Или она... Я знал, что мы что-то может пропустили. Быть другой. Ну, вот она, смотри. Мощно насрал, да. Рано радовались. Это не то. Давай вернемся назад, попробуем все повторить шаг за шагом. Да не то. Я что-то не помню это место. Оно в сценарии-то было вообще? Вроде нет, не могу вспомнить наверняка. Вроде история начинается в офисном здании. Ведь так? Ты сам-то помнишь, Стэнли? Знаешь что?
Раз я начисто забыл, что мы должны делать, то как насчет вот этого? Ты победил? Победил, поздравляю. Столько стараний, столько работы, ты блестяще справился. Да нет, это как-то не очень. Это как-то по-дурацки. Мы ведь оба знаем, что ты вообще ничего не сделал. Ну какая тут к черту победа? Это и нечестно, и несправедливо, да и просто никак. Я в полном замешательстве от всего этого. Где мы вообще? Плевать, что будет на этот раз. Я перезагружаю игру. Полный порядок, решение есть. На этот раз мы точно не потеряемся. Я воспользовался официальной сюжетной разметкой притчи о Стэнли. Просто держись разметки, это элементарно. Нет, с меня хватит. Теперь только по линии. Только по линии. Блин, говнюк. Да. Ну тут, кажется, то же самое будет совершенно по теме этой линии. Не, ну вообще игра реиграбельная довольно-таки. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Она веселая за счет того, что, ну, игра такая подходит с юмором ко всему. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, юмор тут очень Стэнли, годный, не раздумывая, хороший. вошел в левую. Пойдем по линии подчинения. Переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что... Нет! Да нет же! Я умываю руки, я не буду вас подгонять, я вообще буду молчать, я терпелив, просто буду ждать, пока вы достаточно насладитесь таким прекрасным чуланом. Нет, не торопитесь. И все были разные ситуации. Как долго надо сидеть в чулане? Блин, ну, вообще на очень разные концовки мы вышли, прикольные. В первой концовке мы пришли к тому, что рассказчик взорвал комплекс и максимально глумился над моими стараниями выжить. Там бегаешь, кнопки нажимаешь, типа так далее. Это вообще ничего не значит. Там так, ну, забавно это было. Потом во второй концовке опять же пошел по линии подчинения, вышел на выход. Но это уже, кажется, контент от Ультра Делюкса. Так как там появился женский рассказчик. И я вышел в комнату, где практически были дневники разработки, типа ранние версии игры и там прочее показывались. Ну и потом женщина меня вынудила выключить игру. Ну, точнее, перезапуститься просто. Чтобы... Да. Ну и третье — это запутанная концовка. Кстати, одна из самых интересных вариантов. Тогда как... Типа, первая концовка — это линия о доверии к рассказчику, где ты ему, ну, выполняешь все, что он скажет, а потом в конце ты его предаешь. Типа, это, ну, предательство. А второе — это, типа, попытка сбежать, но потом все скатывается к тому, что... Ну, точнее, все идет к тому, что просто ты прошел игру и пробивает четвертую стену женским голосом, говоря, что ты выключил игру нахуй. Ну и третье — это запутанная концовка, когда вы с рассказчиком действуете вместе. Что-то делаете вместе. Это прикольно. Было. Сестренка застряла в чулане. Тут есть супер неочевидные цепочки событий. Да, это да. Мне кажется, одна из неочевидных цепочек действий может быть выключение всех компьютеров, возможно. Я хз, которые ты сетишь в игре.
Но мне показалось то, что если в игре есть возможность выключать компьютеры, то это не просто так, наверное. Ребенок мазохист растет, подбежал и пощекотай меня, потом а сам потом бежит жаловаться матери. Ну, капец. Да. Дети забавные. Ну и теперь надо как-то вот эти вот концовки, наверное, разбить. Ну, точнее, проанализировать. Всяко разно. Потом еще нужно будет рассмотреть другие игры. В чем суть аналогов похожих игр. Референс надо рассмотреть по этой игре. Но это уже после Стэнли Парабола. Да. Так, ну давайте подумаем. Вот как раз Чулане очень хорошо думается. Да, вот над игрой думать тут и прикольно. Так, давайте-ка. Ну, давайте начнем с простого. Что понравилось, что не понравилось, да? Понравилось. Давайте вот просто запишем. Хотя, наверное, таблицу стоит ставить. Давайте-ка это сделаем даже здесь. На экране. Так. Вот так вот встанем. Угу. Окей. Ну, давайте возьму вот так. И сейчас, чтобы вам было комфортно, все лишнее уберу. Вот. Окей. Угу. Так. То понравилось, да? Понравилось. И так. Так, и не понравилось. Так, вот так вот. Ага. Давайте начнем с первого. Да, сука.
Первое. Поменьше шрифтом сделаем. Ну, скажем, юмор. Второе. Level дизайн. Ну, наверное, подробнее стоит написать. Так, юмор. Да, вариативность тоже. Да, да. Сразу запишем, чтобы не висело. Так, юмор. Ну, хотя даже юмором-то все понятно, в принципе, что там. Да и про левел. Хотя вот просто давайте напишем. Не как бы не без подробностей. Возможность выполнять чужие команды. Подожди, сейчас.
Гудение на мозг дает. Ну что поделать? Это чулан. Так, вариативность, юмор, левел дизайн. Привет, Константин. Шикарный. Здорово. Так, что еще придумать-то? Точнее, не придумать, а вспомнить. Проработанность. Проработаны с разных роутов, идущие на те или иные концовки. Ну как это будет? Разрыв шаблонов и насмешка над... над привычными способами. Над привычными... не способами, скорее. Над привычными... Нету монетизации. Нету монетизации. Нет монетизации. Это тупо будет написать, типа. Над привычными паттернами повествования. Лишь. Скорее так. Разрыв шаблонов и насмешка над привычными стереотипами в плане повествования сюжета. И... ну, да, так просто. Я думал, ты про игрока. Когда паттерны не подходят. Ну да. Ну вообще, ну как бы над такими вещами. С монетизацией этого. Но на меня куратор посмотрит как на конченого идиота вообще. Типа. Мне понравилось, что в игре нет донатов, знаете, прикольно, типа не надо покупать всякие скинчики. И там валюту игровую, там, знаете. Это пиздец. Типа, там куратор с таким ебалом будет сидеть. Просто представили его лицо. Это просто жесть. Про лутбоксы пиши. Купи Battle Pass, да. Он подумает, блин, это чё? Кто этот человек? Почему он учится на геймдизайнера? Да. Так, что еще хотелось бы написать? Вы провалили курс, да. Провалили, да.
Игра... Игра дает понять, что... Хотя даже не так. Так, что еще, что еще? Когда в данж пойдем, оружие само себя не заточено. Да? Блин. Юмор, левел дизайн, вариативность, проработанность разных уродов, ведущие на те или иные концовки, разрыв шаблонов и насмешка над привычными стереотипами в плане повествования сюжета. Ну, написать то, что понравилось как отсутствие сюжета. Ну, это как бы немного неправильно, скорее. Игра-то по сути про то, что ты, ну, не то, что игра отсутствует, точнее, сюжет отсутствует. Она просто как будто бы здесь для того, чтобы расширить горизонты воображения, типа, людей. Она как бы вот для этого существует. Я бы даже сказал, что она на самом деле даже адресована не только просто игрокам, как таковым, но также и, типа, вообще и разработчикам. Как будто бы данная игра, она, знаете, вот, типа, создана для того, чтобы выходящие после нее игры перестали быть скучными, чтобы они были разные, чтобы перестали все время быть одинаковыми, что-то в этом роде. Артхаус, короче, ну что-то такое, да. Он как бы бесконечно тут. Отсутствие линейного постоянного сюжета, да. Вот то, что ты сказал, запомни или даже запиши, это надо в другом пункте, надо будет записать. Ну да. Нет, напишу тогда. Не, даже не тут написано. Так. Сама игра как будто создана. Сама игра будто... Так, давай без этих тупых слов. Сама игра создана как инструмент для вдохновения и расширения горизонтов брожения, чтобы последующие, выходящие после нее игры стали более интересными и
чтобы последующие выходящие после нее игры стали более интересными и... Нет, даже не, ну, стали более уникальными. Помимо того, чтобы удивлять обычных игроков, игра как будто адресована другим разработчикам или же просто тем или иным творцам, чтобы они мыслили шире, ну вот так вот. Alan Wake 3, расширение территорий. Моя ходьба. Так, ну тут что еще? А что за хуйня вообще, кстати? Сейчас, подождите. Прыжок Space. Но прыжка нет. Это типа рофл? Или чё? Я не понимаю. Моя ходьба, моя ходьба. Есть такие же пешеходы, такие как и я. Моя ходьба, моя ходьба. Кринж стишок. Мы сему бент речит хожу. Я хожу я как всегда. С пивком покать. Но... Не, ну я вообще как будто бы чувствую, что есть еще один пункт. А! Качественный текст диалогов, монологов рассказчика. Так, играл. Так. Хочу до выхода трилогии ремастеров Ларак пройти 4-ю, 6-ю часть, вот морально собираюсь духом.
Я вообще, знаете, что хочу? Да, мне, блин, много чего хочу вообще есть. Но вот что я хочу очень давно, это марафон всех частей GTA. Начиная с самой первой, вторую и так далее. А трилогия вот эта вот, начиная с третьей части по Сан-Андреас, то есть также касаясь Vice City. Ну, может, Definitive Edition пройти, потому что я их не проходил никогда, Definitive. Не трогал их вообще. Понравился юмор, не понравился юмор. А вот это уважаемо, да. Но вот насчет Ларок я тоже думал много. Они прям такие тоже очень интересные. Вообще, вот типа, ну, чисто ради того, какой путь прошла вообще франшиза. Очень интересно. В том или ином марафоне глянуть, да? Это очень интересно. Так, ну и все, в принципе, да? Как бы, ну, мне кажется, как будто бы я все написал. Юмор, левел дизайн, вариативность, проработанность разных рутов, ведущие на те или иные концовки, разрыв шаблонов, насмешка, привычными стереотипами повествования, качественный текст диалогов. Так, давайте-ка я тут еще вот так вот их разобью. Вот. Ну и потом, наверное, чуть-чуть уменьшу. Вот, размерчик. О, приятно, приятно. Так, далее. Мне понравилось. Первый пункт. Что не понравилось. Ну, нету возможности бежать, но также я и понимаю тот момент, что скорее всего, ну, но тем не, но все-таки добавить его после первого прохождения или же плести его каким-то шуточным образом было бы классно. Ну, не работает прыжок. Но я не знаю, ну, насчет прыжка, типа, момент тоже такой интересный, не понял. Типа, ну... Напиши, не понравился ачивка, не играть 5 лет. Реально, там есть такая блядская ачивка. То есть, реально? Есть такая ачивка? Я на... Че, готов эту игру пройти на платину? Есть шутигу. Это новая песня Daft Punk. Рассуждаем под гудение, да. Я недавно слышал нытье про то, что в Vice City устаревший кал, и сразу же этот чел сказал, что Silent Hill 11 PS сегодня играется как новая игра, а с графикой это можно оправдать стилистику. Придурок. И что просить, есть ностальгия, игра не устарела, есть ностальгия, игра кал. Нет ностальгии, игра кал. А, ну да, ну да. Причем с такой агрессией был выдан данный пассаж. Игроки вообще агрессивный народ, если не видеть просто со страстью. Да, это так. Нету аниме-тяна.
Это будет самая долгая моя платина. Вау, платина длиной 5 лет. Ну, ты просто берешь и, ну, как бы, да. Отставляешь эту игру на 5 лет, это прикольно. У них и трейлеры Ультра Делюкса были с юмором. А, прикольно. Что еще можно добавить? Скорее всего, ну, скорость персонажа, наверное, только я могу добавить. Мне вот реально только скорость персонажа не понравилась во всем. Ну, кстати, тут еще стоит... Звук игры, все, что ее касается. То есть мне нравится и... ну, в этом плане, да. Приятный голос рассказчика, да. А я могу у себя на компе просто календарь на 5 лет вперед поставить. Ну, кстати... А, ну тут еще знаешь, типа... Ну, точнее, вот мне больше понравился, типа, ну... 4-я стена. Так. Оригинальное разрушение 4-й стены. Хотя бы так напишу. Так, вот. Донатная экономия время, как ты пишешь. Да. Я на приятный голос рассказчика тоже. Ну, тут, можно сказать, тоже. Так, что не понравилось? Скорее всего, то, что... Ну, не знаю, наверное...
Скорее так. Нет возможности выбирать начало руты прохождения после того, как прошел тот или иной путь. Приходится тратить время на преодоление пути до нужной тебе развилки выбора. Скорее всего так. Не похоже на Overwatch 2. И куратор максимально душный человек такой пишет. Типа, ты чё тут, кривое зеркало попал, что ли? Ты чё, стендапер? Может, ты, блядь, стендапера курс купишь? Ну, ты какой-то, ты не смешной, нахуй, пошел нахуй. И просто меня начинает, типа, это... Куратор реально и понес. Типа скажет, ты чё, сука? Думаешь, у меня время есть, блядь? И так далее. Пиздец, забывший от меня, нахуй. Так. Ты больной или ударился? Да. Или может проблема намного глубже, чем я думаю. Может, тебя уронили в детстве и сейчас скажет. Читаю ваш анекдот. Да. Ну, да скорее только D проблема у этой игры, как по мне. В остальном уже, ну, я просто не могу дальше увидеть каких-либо проблем в данной игре, потому что понимаю, что они будут уже максимально высосаны из пальца. Потому что жанр такой, как бы он, ну, по сути, это симулятор ходьбы, типа. Ну, жанр, типа, юмор, симулятор ходьбы, интерактивный сюжет. Надо было вообще, ну, как бы, до другого достучаться в этой игре. Так, дайте-ка я пока это запишу, точнее сохраню. Практическая работа 2.6. Так, Стэнли. Парабол. Нет системы прокачки. Ну все, в принципе. Что дальше? Какой новый опыт вы получили за счет чего? Так. Новый опыт. В чем заключается новый опыт от этой игры? Я сразу Google Docs записываю. Но, типа, мне, блядь, вот интерфейс пиздец не нравится. Это шаблон рабочей тетради. Ну, как-то, ну, хуя всего, а тут чисто. Как-то думается легче. Не знаю. Потом просто скопирую, ставлю это дело, если надо будет. Так. То, как игра... Когда я делал, еще не было этих тетрадей.
Да. Да, мне тоже не было в самом начале. Я к этому курсу очень давно не притрагивался, на самом деле. Я его давно купил и только вот сейчас начинаю пользоваться. Честно сказать, прошел год нахуй. Типа с тех пор, как я им не пользовался. Этим курсом. Так вот теперь я решил твердо и четко, так сказать, взять и пройти весь курс. А, тоже, да? Блин, да. Так, то, как игра жонглирует... Так, а что происходит? Анализируем игру. Analyzing of gaming. Сидим, пишем. Чем игра понравилась, чем не понравилась. Вот. Сейчас пишем, какой новый опыт вот нам предоставила и так далее. Я купил летом 2022. Ебать давно. Я зимой 22. Какая игра? Stanley Parable? Что, давайте сменим обстановочку. Ох. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Теперь новые звуки нас будет заебывать. Нет гудений. Да. Да, извините за гудение. Так. То, как игра жонглирует... поведением игрока, а именно между выбором подчинения и неподчинения. Теперь новые заебистые звуки. Я подумал, то есть. Так. Точнее, так. Концовки давайте напишем. Так. Давай-ка вот просто напишем. Рассказчик взорвал комплекс. Когда я выбрал выключить... когда я выбрал включить машину контроля над разумом, он решил, что я хочу власти и...
Так. Объявляет о том, что... Чина... там было котенка. Подчеркивание Эверуири, подчеркивание активировал Как будто на награду за поезде 110. едешь. Да. Привет, Фрид. Здорово. Так, ну давайте попробуем. Много заебистых звуков, да, в этой игре? Так. Если долго их слушать, конечно. Пиздец, да. Ну ладно, ладно, сейчас подожди. Во, туалет. Как тебе такое? Костер уже какой-то. Моима, подчеркивание, everywhere, подчеркивание. Обстановка по кайфу. Да. Так. Сесть на него? Разве можно? Эх, жалко, нельзя. Так, второе.
Туалет. Стишки пошли. Туалет и ёпаный говноед. Туалет, ты прям как тухлый винегрет. Туалет. Да. Туалет. Ты... Типа она так должна запеть? Понял. Так, всех наших действий. Угу. Нормально. Пока так. Хорошо. Давайте вот еще новый опыт напишем более подробно. То, как игра жонглирует поведением игрока именно между выбором подчинения и неподчинения, повествование сюжета. То есть, когда я шел по роту подчинения, игра множество раз давала мне триггеры и возможности точнее, игра множество раз давала мне триггеры и возможности действовала по принципу обратной психологии. Вот. Ну, как будто бы так было, если честно. Когда ты идешь по роту подчинения, там очень же много, типа, возможностей сойти с этого пути, пойти вниз, вот. Как вот здесь вот. Вот мы сейчас на руте подчинения находимся. И нам говорят подняться наверх. Но также есть возможность пойти вниз. Типа, тут очень много всего. Жонглирует. Окей. Грамма нации? It's you? Нет. Или да? Да. Да, это грамма нации.
Так. Дальше. Так. Угу. Что там дальше? В чем суть игры? Так, окей. Давайте напишем, в чем суть игры. Ну, это как будто бы сюда подходит. Так, в чем суть игры? Басматки. Так. Ну да, очень сильно подходит. Какие у нее основные механики? Так, какие у нее основные механики? Перестать слушаться. Перестать слушаться. Но как будто бы это не основное, но тоже имеет место быть. Оно больше о том, как будто бы... Да можно всякое, типа... интерпретировать все это, знаешь? Эту игру. Типа, знаешь, как эта игра как будто аттракцион для бунтарей. Типа, знаешь, как будто бы ты... Ну, эта игра создана для тех, кто хочет нарушать приказы и правила, типа, знаешь. Но в то же время это со временем у тебя пропадет, потому что ты, ну, заебешься это делать в один момент. И игра... Так, давайте попробуем посмотреть на концовку подчинения. Игра такая скажет, возможно, что молодец и все такое. Ну хорошо, мы оба знаем, что делать. Ту-ту-ду-ту-ту, страшные тайны, цифровая панель. Стэнли нажимает на кнопки. Ух ты, в стене вот так, появился да? проход. Вот так, да? Ладно. Я думал, ну ладно. Но рассказчик уже окей. Ладно. Стэнли зашагал прямо к большой двери под Ну, я надписью пойду. «Цех управления сознанием». Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него Притча о сил, свободе, чтобы выяснить не это? свободе, о выборе и иллюзии выбирать. Ну, можно сказать и так тоже, да. Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания, коллег Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». Он сейчас иначе сказал, да.
цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это, исказив его... Нет, он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась. Да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Ну вот, доказательство. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие, еда, работа, любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь, ибо он сделает все, чтобы такого... Тьма, легкий бриз неопределенности. Все кончено? Да, он победил. Да, он победил. Он уничтожил эту адскую машину, освободив себя от чьей бы то ни было власти. Его свобода была так близка, пока открывалась огромная дверь. Стэнли думал о том, сколько нерешенных загадок осталось позади. Куда делись его коллеги? Как вырвался он из оков системы? Какие еще тайны скрывало это здание? И вот солнечный свет залил все вокруг, и Стэнли отбросил от себя эти мысли. Ему не нужны были знания или власть. Он хотел только счастья. Он не искал понимания. Он искал избавления. Никто теперь не скажет, куда ему идти, что делать или что чувствовать. Какой бы ни была его жизнь, она будет только его. Это было все, что ему нужно. Это было все, что он хотел знать и понимать. Стэнли вышел из здания. Стэнли вышел из здания. Прикольно. Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. Окей. Вот так вот, да? Так.
Так, окей. Основные механики. Блин, это я сюда. А тут основные механики. Да, ходьба. Ходьба. Ну, так, ну просто... Ходьба, кнопки действия. Прыжок тут как будто, вы знаете, вот... Ну, это скорее юмор, типа, знаете, какой-то юморной целью они, по-моему, возможности прыжка, типа, в управлении добавили. Я не знаю, это хрень какая-то. Ну, только два механика, ну, да, как будто бы тут только механика ходьбы и кнопки действия и все. Больше ничего. Ну и может быть манипуляции с возможностью рестартить игру. Поиск пути — это механика. Да нет, скорее всего. Механика — это... Это скорее как действие, глагол, что-то в этом плане.
Какая механика в лабиринте? Ходьбы. Поиск это действие. Но поиск пути это как-то не знаю даже. Но если бы это был бы типа геймплей, знаешь, типа вот, ну, я просто так понимаю. Какие у нее основные механики? Ну ладно, если вот к этому вот отнести эту тему в плане геймплея и там прочее, то давайте это тоже можно записать. Ну, выбор... Да, окей. Так, дальше. В чем суть игры аналога или конкурента? Что объединяет ее задумку и разрабатываемого для анализируемого концепта? Что объединяет ее задумку? А что объединяет ее и задумку разрабатываемого или анализируемого концепта? В чем главное отличие и фишка разрабатываемой или анализируемой игры на фоне этого отличия? Ага, так. Окей, давайте, допустим... скажем, какие игры там есть? Игра аналог или конкуренты? Три игры.
Так. Мгм. Игра аналог или конкурента? Как-то немного... Нет, даже не так. Стоит написать здесь больше... Угу. Все, так как-то получше. Так, давайте напишем. Ну, давайте начнем с Portal. Так, в чем суть игры? Portal. Используя портальную пушку. Как-то так. Так, объединяет... Не мой герой, которого очень легко ассоциировать с... Large Life?
А я ее не играл, кстати. Не мой герой, которого я очень легко ассоциировать с самим собой. Также... Окей. Ага. А в чем главное отличие и фишка, разрабатываемой или анализируемой? Это главное отличие. Главное отличие. Главное отличие и фишка. Так, главное отличие и фишки этих игр. Так, что? Что такое? Бррр. Разные понятия в плане повествования. Ну, в плане... Нет, в плане сюжета. И... Firewatch. Firewatch, похожий на Stanley Parable. Но... Firewatch... как бы тоже вариативный, как бы тоже там есть голос, с которым ты ведешь диалоги, но главный герой там личность какая-то определенная. Это и является самой основной такой Детройт в каком-то смысле. Ну, в Детройте разве что только главное меню девушка. Мне как-то только приходит в голову единственное. Ну и по вариативности тоже, да? А вот так, что прям именно как вот
какая-то схожесть была с Stanley Parable в том плане, что не знаю даже. Но все же так, но все же есть инструкций. Все же есть схожести в том, что мы решаем действовать против предписанных нам инструкций и приказов. Сейчас подойду. В портале много именно на механике портальной пушки завязано, это чистой воды пространственная головоломка, а Stanley Parable главный по сути нарратив. И аналоги лучше подбирать, исходя из этой особенности. Но я схожести вижу только лишь от того, что есть герой и есть, так сказать, ну, голос. То есть у них вот такие вот взаимодействия между собой идут. Есть какое-то такое, типа, так сказать, ну, герой не мой, главное, чтоб. И второе, вот именно, ну, не знаю, такой. А в плане нарратива, не знаю, типа, вот если ты хочешь по нарративу, то Firewatch, я не знаю даже, как он вообще подходит к Stanley Parable. То, что там вариативность есть и все, только в этом плане.
тут же именно схожесть-то в чем? Ну, аналог примерно, да, какой? Между порталом и Stanley Parable. Тут и там есть голоса, которые нам дают те или иные приказы и инструкции. Мы следуем им какое-то время, но также и в конечном итоге, ну, по крайней мере, в портале, это вот действие приходит не сразу, но возможность такая появляется. А в Stanley Parable это как бы есть всегда, ты можешь всегда как бы действовать иначе, чем, как говорит, ну, рассказчик. Но именно схожести у них в том, что мы действуем предписанным инструкциям и приказам. То есть нам им дают. То есть нам дают решение. Типа, ну, действовать по ним или нет. Нам дают варианты решений. Ну, да, типа того. Так, фишка. Так, решая головоломки из разряда поставить ящик точнее на кнопку или же дойти до нужной нам платформы. Так, фишка портала в том, что у нас есть портальная пушка, с помощью которой мы выбираемся. Просто напишем. Из комнаты. Решая головоломки. А они из разряда поставить ящик на кнопку или же дойти до нужной нам платформы. В портале разве рассказчик был? Так не обязательно именно рассказчик, а именно голос искусственного интеллекта хотя бы. Он давал нам конкретные какие-то инструкции, какие-то указания и говорил нам, что делать непосредственно вообще. То есть суть именно, как я понял, в этом, ну, как по крайней мере схожести, в том, что будешь ты следовать предписанным тебе указаниям, инструкциям, которые тебе оставил не именно, скажем, как персонаж какой-нибудь, да, а именно разработчик игры. То есть он задумал именно так, что ты должен пойти в левую дверь, да? И, соответственно, какой-то персонаж в игре тебе дает такое указание и говорит. Но в Stanley Parable этих, ну, как бы, они как бы вот хотят именно то, что, ну, как бы, они размывают вот эту вот линию того, что есть какие-то конкретные указания. То есть
То есть то, что ты можешь... То есть то, что ты должен следовать конкретно каким-то конкретным указаниям. Игра как раз таки дает тебе возможность просто послать инструкции и приказы и идти по своему пути, который ты хочешь. Но, соответственно, дальше игра такая типа говорит о том, что окей, там, ну, если не хочешь так, то давай так и там прочее и так далее. То есть игра нацелена на то, чтобы, ну, чисто вот как-то вот в плане, ну, развлечь бунтаря, так скажем. Чисто, ну, реально, игра это, по сути, аттракцион для бунтаря. Это так и есть Stanley Parable. Он такой, как по мне. Portal ведь еще и абсолютно линейная игра, и там лишь одна концовка. Но так я тебе уже сказал, в чем их схожести. Portal тоже аттракцион для бунтаря? Нет. А Firewatch это аттракцион для бунтаря? А Firewatch это... Там тоже есть рассказчик? Типа, ну, я могу также, типа, ну, докопаться до таких вещей. Господи, ну, полная хрень. По факту, чистых аналогов Stanley Parable не существует. Это уникальная игра. И какие-то схожести и аналоги стоит искать каких-то в определенных вещах в тех или иных играх. А не, блядь, полностью, чтобы они были похожи на Stanley Parable, понимаешь? Именно какой-то одной типа штукой, там, с чем, ну там, в чем есть параллели и там прочее, вот это надо приводить, как по мне. А в плане именно как вот прям один в один, как Stanley Parable, но по-другому, типа, ну я хуй знает. Таких игр я, по крайней мере, не помню. Если приводить такие моменты, как, например, Superliminal или там прочее и так далее, ну, как по мне, Superliminal это просто чистая головоломка, в которой ты идешь от точки А до точки Б. Не более того. Там нет какого-то голоса, там нет каких-либо инструкций, которые тебе дают кто-то, так скажем, да, в плане типа... Ты не можешь залупиться, сказать, иди нахуй, я хочу пойти по другому пути. Возможно, там есть такие моменты, но, по крайней мере, в те моменты, когда я играл в Superliminal, там таких моментов не было. Главная ее фишка в том, что там есть технология того, что ты меняешь размеры и объемы тех или иных вещей с помощью визуальных каких-то моментов. То есть ты такой думаешь, что, ну, предмет у тебя он такой, вот с такой-то близости, на самом деле он вообще изменился в плане размеров и тому прочее. Это классная технология. Тут чисто вот идет демонстрация того, что они нашли новую технологию манипуляции с предметами в играх. Как бы, да, понимаешь? В этом его фишка. Фишка Portal конкретно в том, что там есть портальная пушка. Ты создаешь окна, двери с помощью пушки, и с помощью него вот такой вот простой вещи, как бы можно было бы сказать, ты должен достигать от точки А до точки Б. Но задачи иногда там ставятся совершенно, типа, ну, такие, как будто бы, ну, ты такой видишь, например, то, что нужна тебе платформа далеко, до него надо допрыгнуть как-то, но нет такой возможности, тогда ты просто создаешь дверь рядом с собой, портал снизу, и ты просто прыгаешь в пропасть в этот портал и там прочее и так далее. Ну, то есть тут они решили именно возможности порталов как-то обыграть совершенно вот множество каких-то возможностей. Тут такая тема. Я не знаю, можно ли в Overlord добавить как для бунтаря, когда тебе голос в лице Гнарла говорит творить зло, но ты можешь на зло уже ему сделать добро. Ну тут, кстати, да, тоже интересная штука. Тоже можно параллель вот тогда-то привнести.
Ну, то есть, да, ты такой... Ну, в принципе, Оверлорд тоже подходит, как будто бы тогда. Правда. Ну, то есть, сама игра, по сути своей, про темного лорда, про злодея, но все же ты можешь быть добрым. Там есть такие возможности. И как бы, да, типа, в конечном итоге там есть какой-то рассказчик, ну, этот именно, ну, челик маленький, да? Ну, вообще, как бы, может подойти вообще, как будто бы. То есть какие-то параллели вот именно вот в таком плане они как-то, ну, подходят. А приводить как... Ну, то есть... Приводить параллели именно тем, что это симулятор ходьбы, ну, это полная хуета. Это слишком так. Не знаю даже, как бы сказать. Ну, тогда уж, блин... Тогда параллелью может быть игра «Исчезновение Эдит Финч», или как ее там называлась эта игра. Там про девочку, которая пришла в дом, типа своей семьи, которая была заброшена, и она из комнаты в комнату идет, и там повествуются разные рассказы о тех или иных умерших ее родственников, о том, как они умерли, и там прочее, и так далее. Но опять же, там, ну, как будто совершенно не то. Там как бы есть рассказчик тоже, да, там прочее, но именно нету вот какого-то такого конфликта в плане игрок и рассказчик. А тут конфликт, вот Stanley Parable, прям четкий конкретно есть. Игрок и то есть герой и рассказчик, они конфликтуют. Как бы вот тут такая штука происходит. И в Портале тоже такая штука есть. В Оверлорде, получается, тоже есть, потому что ты в конечном итоге, в конце, если идешь по пути... А по-моему, там в любом случае ты сражаешься против Генерала, да, получается? То да, как бы четко такая параллель, она есть. Игры-аналоги. Так, тогда стоит это подчеркнуть в том, что... Ну, колдун, да. А Гнарл тогда кто? Это шут, что ли? Тогда погоди-ка. Суть игры. Старый гоблин. Так, коротко. Конфликт героя и рассказчика. Да, главное отличие фишки этих игр. Жумай Сэмба, привет. Что за игра? Что за суть игры? Stanley Parable? А против него разве не сражаешься? Вот против Гнарла в какой-то момент. Он же, по-моему, или это во второй части он в залупу лез. Мне казалось, в какой-то части всегда за нас. Понял. Ну тогда, в принципе, ну, блин. Погоди-ка. Гнарл, Оверлорд.
Главный советник. Мне казалось, в какой-то части я сражался против Гнарла тогда. Не, ну, я прям как будто бы супер уверен. Ну-ка, фандом. Я почему и подумал, что... Ну он типа дохуя такой колдун был весь, типа... Что-то... Он еще как будто бы против меня миньонов посылал тех или иных. В этом прикол еще помню. Что-то такой, какой-то момент я помню такой, то что он был против того, чтобы я становился добрым, или я какую-то там типа штуку не сделал предначертанную, точнее, не предсказанием, а типа, ну не знаю, типа предназначением, и он такой, ну тогда уж типа иди нахуй, я сам сделаю, и решает меня насильно пожертвовать. Может мозг... Да блин, ну странно, подожди. Ёбаный в рот. Я такое помню, точно. Когда-то такое было. Блин, это точно должно быть на ютубе. Так, сейчас найду. Ну да, этого я помню. Тогда, может, вторая часть Оверлорд концовки. Три концовки. Ну-ка. Не, погоди. Оверлорд, финальный босс. Ты был передут. А как? Нет, ну. Я же не мог так жестко бредить. В смысле? Я прям помню какие-то такие моменты. Это же хрень какая-то. Я точно помню, что... Не дрался? Ну, Гнарл тогда... Серьезно, нет? А что не так со мной тогда? Подождите. Бежит. Ну, это какой-то пенис. Ну, я про стримера. Ну, че, я про босс. Так,
Ну ладно, блин, охуеть. Погоди, а как так-то? Ладно, тогда... Ну тогда можно сказать, что получается конфликт не то чтобы физический, да, происходит в Оверлорде, тогда конфликт там происходит именно в плане предназначения. То есть нам Гнарл говорит то, что мы должны быть типа ебейшим темным лордом, а в конечном итоге мы можем стать, в принципе, не просто темным лордом, а, ну, как бы героем или что-то в этом роде. Моральный бунт. Ну, такой, да, типа. Да. Идешь против системы, которая тебе пытается спихнуть. Ну да, тут такая тема, в общем. Ну, в принципе, как будто ничего не поменялось. Но просто конкретно, я думал, в Оверлорде там, блин, Гнарл, сука, был прям таким. Типа серым кардиналом, который в конечном итоге хотел захапать всю силу себе. А чё за дерьмо? Почему не так? Я прям супер уверен был в этом. Он вообще ни при чем. Пиздец. Я был в бреду около недели, мы там лишь... Может, в каком-то дополнении такое было, нет? Я не знаю. Ты прям все оверлорды проходил, да? Блин, а как так-то, вообще не понимаю. Это прям реально мне сейчас, ну, как-то это... Пиздец. Какого хуя, блядь? Почему? Я сейчас сильно стал сомневаться в своем памяти просто. А что, правда, что вымысел получается? Я прям был 100% уверен в том, что это было так. Вот так люди сходят с ума, наверное, да, прикиньте? Пиздец. Так, какая игра еще есть? Ну, давай-ка Overlord запишем. Погоди.
У меня так со второй и третьей части Шрека был, я пытался по памяти секретный эпизод, который вообще никогда не существовал в моей памяти, отрисовался откуда-то. Мне так со второй и третьей частью Шрека было. Секретный эпизод? А что там было в твоей памяти? Что ты помнишь? С третьей частью. Просто с третьей. А что за секретный эпизод был в третьей части? Ну, в твоей памяти, которую вот ты придумал, что там как будто было. Просто третья часть как бы же есть она, ну, просто я помню это четко. Там Румпельштильцхен дает контракт Шреку, и тот соглашается, решает, ну, как бы, не знаю, вернуться к тому, что было, типа, холостяцкой жизни и тому прочее. Я хз, как это было. Странно. Это четвертая? Блять, а третья тогда ж про что было? А, там про этого, блять, про принца нахуй. К родителям Фионы приехали. Да ну на... Не-не-не. Во второй части они приехали к родителям Фионы. Это была вторая часть. А третья часть там... Этот... Принц... Этот, как его... Чарминг начал залупаться. Да. Там принц Чарминг начал залупаться, и он... Там еще в конце, типа, сценку это устроил, типа... Которая на самом деле была настоящей свадьбой с Фионой, типа, что-то в этом роде. Но ее, типа, Шрек прервал, там, типа, не убили потом этого принца Чарминг прямо на сцене. Что-то такое было, я точно помню. Да. И в четвертой, получается, да. Румпельштильцхеном все. Ебать, вот не все так плохо, Кац. Не все потеряно с моей головой, память на месте. Вторая, значит. Когда Шрек ложился спать, перед ним был портрет чела какого-то. Да, было такое. Да, было. Да. Джастин Тимберлейк. И Джастин. Сука. Крипово, пиздец. Да, главный герой — это главный злодей в игре, и нам предстоит за него играть. И была сцена, как Шрек с этим челом во что-то играли, мяч вроде бы. Шрек его подкалывал, я пытался найти это, но не смог. Ее не было. Пиздец. Нихуя себе, ты прям такое выдумал, как он типа с этим Джастином в мяч играл, типа. Жестко. А вообще, в принципе же, не было никаких никогда игр с Шреком. Ну, в плане, чтобы он с кем-то играл в мяч. Максимум было только то, что он дрался в первой части против рыцарей, и все. Нихуя себе. Детское воображение сыграло его и закрепилось. Мощно. Да, мощно. Возможно, вот именно это как-то, ну, момент этот
Не, ну прикольно. Так, Оверлорд. В чем суть игры? Главный герой — это главный злодей. Главный герой — это главный злодей. По сюжету игры. И нам предстоит за него играть. Ну, типа... Схожесть именно тут... Так, нет, даже не так. Схожесть тут именно в том, что идет сюжетный разрыв шаблонов и стереотипов. Нам, как главному злодею, говорят, что мы должны творить зло, но все же есть возможность пойти против этого сюжета и творить добро. Вот так вот, да, лучше намного. Так, главное отличие и фишки этих игр. Главное отличие этих. Так. Тут как будто вообще ничего не надо менять. А фишка фишка Оверлорда в том, что мы играем за главного злодея. И мы можем управлять миньонами разных типов, которые имеют сильные и слабые стороны. Чтобы объединять эти игры, в каждой из них нет аниме-тянок. Окей, вторую игру сделали, хорошо. Давайте дальше. Какая еще игра приходит на ум? Вот Оверлорд хорошая тема, да. Ну, например, по идее есть милиционер игра. Милиционер. Давайте посмотрим на прохождение милиционера.
Тогда мы сможем больше как-то понимать. Милиционер. 10 минут гильдии. Так. Милиционер игра. Прохождение. Без комментариев, сука. Самое главное. Твою мать. Так, ладно. Обзор. 10 минут геймплея. Давай вот это вот посмотрим. Papers, Please, где также можно пойти против системы, где на тебя каждый давит. Ну... О... Как бы... Ну как бы насчет Papers, Please. Ладно, сейчас давайте насчет этой игры. Эта игра вообще вышла, нет? Не вышло. Ну тут нам говорят сразу, типа, иди поймай поезд, написано. Прикольно. Дай нам причину. Дай мне причину, чтобы стать друзьями. Если идешь по системе, твоя семья будет более-менее сыта, но вы будете заложником режима. Если пойдете против системы, то будет больше времени голодать, но в конце будете свободны от режима. Но если следовать теме того, что именно идем против инструкций и приказов, то в принципе можно, да. Papers, Please как будто вот реально подходит этой теме. Сука. Ебать. Не, ну милиционер прикольный. Он, кстати, как будто бы стал круче намного. Я помню, какие-то ролики были старые по ней. Там просто вот именно то, что ты стелсил
И все такое вот было по... А тут все комплекснее, интереснее стало. Ну да, в этом плане только единственный раз такое было. Не, ну как-то милиционер не подходит, как будто бы на самом деле. Не знаю даже. Тут как бы... Не, она, ну, хуй знает. И Papers, Please как бы... Тоже не сильно, но не знаю даже. Нужна еще какая-то другая параллель. Так. Игры, похожие на Stanley Parable. Стендов 2. Да. Ага. Блин, охуеть, да, есть Туалет Chronicles, я знаю эту игру. Она же, лол, да, это вот по сути Stanley Parable и есть. Вот. Привет любителям необычных. Вот оно, это оно. Во-во-во-во. Вот эта вот игра. Это вот прям точно суд. Как Stanley Parable. Но прикол в чем? В том, что... Инструкции даются по-иному совершенно. Просто ты оказываешься в каких-то конкретных ситуациях, и тебе прям визуальным образом конкретно дают возможности действовать таким-то образом. Что-то в этом роде. И тут, да, как бы вариативность большая есть. Да, вот эта игра подходит, это очень сильно подходит. Но стоит посмотреть. Сейчас вот прохождение это. Чуточку. Вот как тут даются указания, типа, с помощью всплывающих облачков текста. Да. Вдруг мы реально нашли настоящий аналог. Я бы даже сказал, практически конкурент. То есть это даже не аналог, это, ну, точнее, ну, как бы... Не просто чуть-чуть похожий, ну, а по сути, как бы, конкретно аналог и есть. Найти прям подходящий под слово аналог, типа, ну... Stanley Parable очень сложно. Portal прям с такой вот реально, можно сказать, натяжечкой подходит под эту тему. Именно в плане того, что там идет вот конфликт между и героем. То есть
в этом плане, да, типа сюжет. А в Оверлорде это сюжет и игрок. Типа такое. Но все же похоже. Похоже. Так. Ну, давайте так запишем. Я думаю, в принципе, можно записать. It's okay. Главный герой находит, ну, сейчас подойду. Ты играл в игры Sega Конюш? Эко the Dolphin, да. Эко the Dolphin, конечно. Но никогда до конца не проходил его. Так, сейчас. Ну, Comic Zone, там Соники, типа Бэтмены были. Ну прям так не вспомнишь. Заказал картридж, и там все 3 части. Завтра должен прийти. У Эко было 3 части? Серьезно? Котяра стрим куда пошел? Да. Ну, в общем, сейчас подойду. Я быренько. Ну, я в туалет. Вот. Сейчас вы будете смотреть, что я делаю в туалете. Это вот прям тут на стриме будет видно.
Hey, bud, any chance you got some, toilet paper? Because this shit is empty over here, partner. Thanks. Привет, белуга. Так, это практическая работа. Так, ну, коротко изложу такую тему, то что мы проводим анализ игры Stanley Parable. Разбили сначала, чем понравилась игра, не понравилась, потом в чем суть игры, какой опыт от него получил, так, основные механики какие там привели. И сейчас приводим, какие игры-аналоги существуют. Потому как причем тут игра Туалет? В том, что сейчас распишу. Я играл в эту игру, я помню. Там прикол заключается в том, что очень много всяких разных моментов происходит, которые не дают тебе просто выполнить простую задачу, как сходить в туалет. И ты волен делать всякие разные вещи. Там, не знаю, что там можно было. По-моему, там можно было засорить туалет, потом утонуть из-за этого. Там можно было умереть от электричества, умереть под пришельцы и всякое такое. Ну, сейчас напишу. Скорость тут в том, что простая. Скорость в том, что простая задача, поставленная игроку, становится более комплексной, чем было изначально.
Происходят разные ситуации, которые появляются после действия игрока и рутов, ведущих к тем или иным концовкам. В этой игре много. Главное отличие фишки в этих игр отсутствие отсутствие рассказчика, иная локация и ситуация. Простая задача похода в туалет. Которые все, в принципе. Так, окей. Думаю, хватит для этого. Так, что еще дальше? Так, определить тему игры. Опишите, в чем заключается игровой процесс в контексте темы. Обозначить цели в игре, как победить, как проиграть. Так, возвращаемся к Stanley Parable. Цель. Привет, ветерок. Проходим курс по геймдизайну, обучаемся и там прочее. И сейчас мы выполняем практическое задание, именно анализируем игру Stanley Parable. Что понравилось, не понравилось, суть игры, новый опыт, который получил от игры, какие основные механики там есть. Также привел в примеры игры-аналоги, которые чем-то, хотя бы отдаленно, похожи на Stanley Parable. Ну, это Portal. А у тебя работа такая... Не, ну я графический дизайнер, но сейчас гейм-дизайн, типа... Хочу прорваться. Ну, соответственно, в конечном итоге создать какую-то свою игру может быть. И потом мы, может, к чему-то придем. А какая версия Стэнли? Новая или старая? Новая. Новая. Делюкс. Супер Делюкс. Ебать сочинение. Да, прикинь, расписали это все прикольно так. В новой части контента отсутствует. Но это не важно. Важно то, что в Делюксе есть возможность
получение того же опыта, что и было в ванильной версии Стэнли. А именно следовать инструкциям рассказчика или не следовать. Суть-то игры по сути не меняется вообще. Поэтому подумал, что в Deluxe в принципе подходит. Но мы в него так поиграли нормально. Так, что там? Цель игры. Окей. Много нового, конечно, но старый контент подрезали. Но это не страшно. Именно в наших целях. Так, как победить? В данной игре значение победы сильно искажено. Игрок может для себя лично обозначить победу как неподчинение рассказчику, или же победой может быть концовка, где концовка с выходом из комплекса, где весь рут построен на подчинении рассказчику, сюжету. Моя победа. Жаль, вырезали читерскую концовку. Самое веселое, конечно же, не подчинение рассказчику. Ну это да, это да. Так, как проиграть? То же самое. Так. Само понятие проигрыша здесь тоже как будто нет. Одна ошибка, и ты ошибся. Так, то же самое. Само понятие проигрыша здесь тоже как будто нет. Игрок также может поставить для себя проигрышем тот момент, что он подчинился рассказчику, или что он не смог выйти на нужную ему истинную концовку. Все зависит от желаний
И все зависит от желаний и понятий проигрыша игрока. Как-то так. Окей. Далее двигаемся. Какую роль в прохождении несет рассказчик? Какими приемами он влияет на игрока? Вот это интересная тема. Это интересно. Читерская концовка — это серьезная комната. Если кто не знает, на ютубе записи есть. Еще вырезали отсылку к порталу, там где ломается испытание с кубом. Ха. Прикольно. Так. Роль рассказчика, да? Роль рассказчика. Вы еще тут, да. Рассказчик здесь играет, ну, как я понял, рассказчик здесь играет роль именно как разработчик игры, который старается прямым путем провести игрока Стэнли к концу, который он задумал изначально. Вот эти листочки больше похожи на выполнение заданий по написанию пересказа и отзывов по игре. Ты поспать успел? Ничего себе. Это хорошо. Так. Как я провел лет? Да. Так, какие приемы? Какими приемами он влияет на игрока? Карате. Так, приемы влияния на игрока от рассказчика. Так. Рассказчик манипулирует игроком, говоря, что ему... Рассказчик манипулирует и... Рассказчик манипулирует игроком, говоря ему... Говоря ему, что нужно делать, или же... Насчет препятствования мы напишем чуть дальше. Рассказчик манипулирует игроком, говоря ему, что делать дальше и куда идти. Или же действует на него путем обиды, юмора, там, не знаю, злобы, похвалы и так далее.
Рассказчик ведет в конечном итоге и он благодаря этому так. Который прямо при тебе делает игру и задает те или иные ситуации. Которые должны привести к нужному для рассказчика результату. Что-то такое. Окей, дальше идем. Так, дайте-ка прочитаю. Так, рассказчик манипулирует игроком, говоря ему, что делать дальше и куда идти. Или же действует на него путем обиды, юмора, злобы, похвалы и так далее. Рассказчик ведет в конечном итоге диалог непосредственно с игроком, и он благодаря этому чувствуется как разработчик, который прямо в процессе игры, который прямо в процессе создания игры задает тебе те или иные ситуации, которые должны привести к нужному для рассказчика результату. Вот так лучше. Дальше. Кстати, рассказчик еще обращался к реальному игроку в некоторых моментах. Прям вот так, да? Прикольно. Сформулируйте управляющую идею игры. Управляющая идея — это финальная ценность игры плюс причина ее возникновения. Это фокус концепции, к которому привязываются остальные узлы. Управляющая идея должна быть сформирована в емкий, яркий вывод, через который удобно совершать проверки остальных узлов. Пример. Нравится непредсказуемость, никогда не знаешь, куда заведет дорога. Управляющая идея игры, да? Управляющая идея. Окей, давайте. Какая же управляющая идея в игре? Ну как это... Ну я это уже привел, по-моему, в сути игры. Конфликт героя и рассказчика. Изначально игра как будто является аттракционом для бунтарей, в котором ты волен послать сюжет и идти по своему пути, но со временем игра обуздает эти порывы и желания не подчиняться.
которые сменятся на интерес о том, что же будет происходить, если слушаться рассказчика. И о чудо, игра будет пройдена, и Стэнли выйдет из здания. Сама игра создана как инструмент для вдохновения и расширения горизонтов воображения, чтобы последующие выходящие после нее игры стали более уникальными. Помимо того, чтобы удивлять обычных игроков, игра как будто адресована другим разработчикам, или же просто тем или иным творцам, чтобы они мыслили шире. Хорошо, что тебя не попросили искать смысл Death Stranding, это ебануться было бы. Прикиньте, мы бы сейчас Death Stranding играли бы. Не, ну вообще, я помню, управляющие, ну, в чем был, как это слово такое, я даже записывал, притч, что ли, слово такое. Не притча, а пич. Элеватор пич. Просто пич. То есть описание игры в одно предложение, грубо говоря. Кодзима говорил насчет своей игры такую штуку, что игра нацелена на то, чтобы объединять игроков со всего мира, чтобы достигнуть какой-то конечной цели в игре, что-то в этом роде. И он этим самым, знаешь, вот этой вот одной из своей вот этой такой вот идеи по Death Stranding во мне убил желание играть Death Stranding путем пиратства. Понимаешь? Ублюдок настолько гений, нахуй, что в зародыше убил во мне желание скачать эту игру бесплатно. То есть игра сама, она как бы одиночная, но при этом вся ее вот эта вот, ну, фишка и прикол, ну, раскрывается в том, что ты играешь в нее, ну, непосредственно в сети. То есть там, по идее, как бы другие игроки, другие курьеры создают множество всяких разных объектов в игре, которые помогают тебе в продвижении в дальнейшем. Мосты, там лестницы ставят на то, чтобы ты мог подняться на скалу и там прочее. Это прям, ну, блядь, это гениально. Типа, ну, он просто взял и такой сказал, ну, блядь, так. Эта игра объединяет людей, по идее. Игра, которая должна объединять людей. Которая помогает другому игроку. И без того в тяжелом вот этом вот пути, где ты доставляешь груз с одной точки на другую, типа, ну как-то, блин, вообще ебало первопроходцы представили. Да, типа, ну вообще это круто, Ну и в чем, типа, ну как бы управляющая идея именно Стэнли Парабола получается в том, что ну тут все очень сильно вертится вокруг именно свободы действий, именно отрыва от рельсы сюжета. То есть игра такая изначально говорит, прям четко тебе говорит, вот, иди так, и, короче, ты видишь уже четко рельсу сюжета. Но при этом игра дает такая возможность тебе пойти совершенно иным путем,
момент с 2 дверьми, оттуда и начинается игра, по идее. Ты в этот момент вдруг понимаешь, что ты можешь нахер послать рассказчика и пойти направо, не налево. И все, с этого начинается, и вот как бы сама игра, типа управляющая идея. Сама игра как бы по сути построена на том, чтобы разбивать всякие разные шаблоны и штампы именно линейности и рельсовости сюжетного повествования, типа он, по сути, игра сама берет и, как бы так сказать, и как будто бы сама игра берет и отучивает вот этих самых бунтарей, которые не хотят идти по сюжету, которые ноют все время о вариативности сюжета, чтобы почему я не могу сделать так и там прочее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы такая тема, как будто бы. А что если бы, типа, разработчик, который построил сюжет изначально, мог влиять на игрока непосредственно во время игры, говоря ему, что он не прав, когда пошел по тому пути, который построил для него разработчик. Что-то в этом роде. Это, по сути, и есть питч, который сейчас озвучил данной игры. Что если разработчик во время игры будет непосредственно общаться с игроком, говоря ему, что он не прав, когда сойдет он с рельс сюжета игры. Что-то в этом роде. Ты не прав, ты ли? Роддом за кладбище. Да. Забавно было наблюдать, как одна стримерша пыталась собрать весь лут на карте, и это были груз, сброшенные другими игроками, и они не кончались. Жесть. Он еще развел Sony на бабосы, на артхаус и дорогой проект. Ну, гений. Да. Не, ну он реально гений. Как бы это шутка шутками, мемы и там прочее, но Кодзима реально хорош. Он безумно хорош. Так, управляющая идея. Так, ну, то, что я сказал, это больше питч подходит. Тут есть отдельный такой момент с питчем. Ну, давайте все равно напишу, пока не забыл. Хотя даже не так. Ну или да, может, в принципе. Что если разработчик игры сможет влиять на действия игрока непосредственно во время игры? Когда игрок решит сойти рельсы сюжета, разработчик может ему сказать, что он действует неправильно. Так, что если, вот наоборот, вот так вот давайте-ка. Что если игрок решит сойти с рельс сюжета
разработчика, выбрав другой путь. Что если игрок решит сойти с рельс сюжета разработчика, выбрав другой путь? Нет, даже не так, погоди. Что если игрок решит сойти с рельс... Что если игрок решит наплевать на созданный разработчиком сюжет игры? То есть игрок решит наплевать на созданный разработчиком сюжет игры и... Блин, слишком много тавтологии. А разработчик тем временем сможет Что если игрок решит наплевать на созданный разработчиком сюжет игры? Что если игрок решит наплевать на созданный разработчик? Так, что если игрок решит наплевать на сюжет игры? Что если игрок решит наплевать, какое его слово? Что если игрок решит... Что если игрок решит не идти по сюжету? Что если игрок решит не идти по сюжету игры? Разработчик тем временем сможет мешать ему. А разработчик тем временем сможет мешать ему... уходить от него. Не знаю. Пока, таксист. Пока. Что если игрок решит не идти по сюжету игры, а разработчик тем временем сможет мешать ему уходить от него? Игрок и разработчик, блин, из-за окончания на букву К звучат как будто бы одинаково. И это, блин, как-то из-за того, что у меня в голове. Так, ладно. Пока пускай так. Это у нас Бич. Бич. Так, это элеватор пич. А управляющая идея какая? Управляющая идея. Финальная ценность игры плюс причина ее возникновения. Это фокус концепции, к которому привязываются остальные узлы. Ну тогда тут, да, стоит написать такую тему, что
Погоди. Куратор либо охуел бы от наших идей над пониманием монетизации нематянок, либо он сейчас хует целый сценарий Игры Престолов. Сюжет — это путь, который проложил разработчик игры. Да охуенно я ебаю. А игрок — это путник, который вольно идти. Ну, как-то так, наверное. Сюжет — это путь, который проложил разработчик игры, а игрок — это путник, который вольно идти в лес. Сюжет — это тропинка, давайте скажем, которую проложил разработчик игры, а игрок — это путник, который вольно идти в лес. Но игрок и разработчик идут вместе. Но игрок и разработчик идут вместе. Поэтому во время пути происходит разногласия. Вот, охуенно, по-моему, написал. Сюжет — это тропинка, которую проложил разработчик игры, а игрок — это путник, который волен идти в лес. Но игрок и разработчик идут вместе, поэтому во время пути происходит разногласия. Заебись. Заебись, по-моему. Так, что препятствует достижению цели? Сформулируйте проблему с помощью вопросов. Так. Сформулируйте проблему с помощью вопросов, что препятствует достижению цели. Так. Проблема. Так, что препятствует достижению цели? Что препятствует достижению цели?
а, тем, что цели нет в игре. Цель в этой игре максимально абстрактна. И игрок может потерять в ней интерес, не видя так. И тот ты, ну, и определенный не видя цели. Или же достигнув. Цель в этой игре максимально абстрактная, и определенный игрок может потерять интерес, не видя цели, лишь достигнув одной какой-нибудь определенной концовки в игре. Вот как-то так. Дальше. Так, что создает игроку вызов? Что создает игроку вызов? Вызов заключается в том, чтобы увидеть все концовки игры и непосредственно увидеть в том, чтобы увидеть все концовки данной игры и пробежать по всем сюжетным путям, которые проложены в этой. Так, вызов заключается в том, что увидеть все концовки данной игры и пробежать по всем сюжетным путям. Все. Вот это, блять, реально концовка в Стэнли Парабл. Там так дохуя концовок, что ёбнуться может. Так, далее идем. Проблема должна проявляться в процессе, создавать интересные игровые ситуации. Пишите как-то, что у вас волнует в проблеме, участвует в геймплее и раскрывает тему игры. Блин, проблема? Ну. Тем, что цели нет в игре, цель в этой игре максимально абстрактная, и определенный игрок может потерять интерес, не видит. Не, ну цель игры... Вот тут, наверное, я спешу. Для меня лично цель игры кажется... Для меня личная цель игры...
Цель игры заключается в том, чтобы игрок получил опыт того, что он волен делать то, что он волен идти куда захочет, и куда волен идти куда захочет, и это для меня лично цель игры заключается в том, чтобы игрок получил опыт того, что для меня лично цель игры заключается в том, чтобы игрок получил опыт того, что сюжет может быть построен самим игроком, а не только рассказчиком. Поэтому проблема заключается в том, что данная игра дает множество концовок, и игрок может не получить этого опыта и просто выключить игру без достижения этой цели. Вот, все. Офигенно. Так, дальше. Опишите, как разработчики игры Стальный Парабол нестандартно раскрыли тему в этой части заданий. А, погоди, тут еще такая тема была. Причина возникновения управляющей идеи. При прохождении заработал геморрой, да. Вызов, да, усидчивость. Так. Крепость вашей задницы. Так, что еще? Причина возникновения такой идеи, как я думаю, заключается в том, что игроки зачастую обвиняют ту или иную сюжетную игру в ее линейности. И причина возникновения такой идеи, как я думаю, заключается в том, что игроки зачастую обвиняют ту или иную сюжетную игру в ее линейности и не дают получить опыт того, чтобы сойти с тропинки и уйти в лес. Причина возникновения такой идеи, как думаю, заключается в том, что игроки зачастую обвиняют ту или иную сюжетную игру в ее линейности и не дают получить опыт того, что они могли бы сойти с тропинки
и уйти в лес. Как-то так, наверное. Каменная кожа называется. Причина возникновения такой идеи, как я думаю, заключается в том, что игроки зачастую обвиняют ту или иную сюжетную игру в ее линейности и не дают получить опыт того, что они могли бы сойти с тропинки и уйти в лес. Для получения другого сюжетного развития. Это так скажем. В принципе, по-моему, окей. Хорошо. Вот это сделано. Дальше. Опишите, как разработчики игры стали Parables нестандартно раскрыть тему и проблему. В этой части задания предстоит поработать со штампами. В дополнение к видеозаписям уроков надо проанализировать 3 штампа и написать, как они преобразованы в Stanley Parable. Так, штампы. Так. Так, сейчас. Раз, два, три. Так, окей. Штампы в играх того же жанра. Так, жанр. Не, ну, в принципе, это...
The Witness? Ну, это больше головоломка The Witness. И сюжет там подается через записки и тому прочее. Драуген. Верно, Just stay close. As long as you keep up with me. Выбор без выбора. Ага. Сразу. Пути только осматривать. Сколько лет, кстати, да, интересно. Ну, окей. Ну, вообще, давайте так напишем.
Так, штампы подобных игрок. Так, играх всегда обусловлено выбором по типу да и нет. Да. Тут лишнее нет, точнее и. Да, нет и может быть, но по факту они отличаются малыми отличиями, всегда приводят к одному результату. Либо двигают невидимый ползунок хорошей концовки, либо плохой. Подождите, сейчас. Линейные сюжеты, некоторые из них. Там под одноразовость в подобных играх. Как бы это сказать? Даже не, блин. Эти симуляторы ходьбы.
Штамп с играбельностью. Я бы назвал подобные игры неиграбельными, но они хотят выглядеть... Но путь, который нужно преодолеть, будет не так интересен. И... На да, на нет. Там... Блин, я, по-моему, не так понимаю. Там-то... Давайте-ка еще раз. Здравствуйте, я Елизавета. Недавно закончила бакалавриат по геймдизайну в АФШ. Практикуюсь и работаю в нескольких инди-студиях по разработке игр. В этом видео мы поговорим о изучении темы, о референсах и анализе штампов. Мы дадим определение тому, что такое штамп, почему его используют в играх, чем он может быть полезен, какой он функционал в себе несет и как его деконструировать. В конечном итоге мы поймем плюсы и минусы штампов, когда от них стоит избавляться, когда их стоит перерабатывать, ну и разберем базовые алгоритмы деконструкции. Сейчас мы поговорим о том, как и зачем работать со штампами, стереотипами и архетипами в играх. Это одно из первых, что необходимо делать при изучении темы. Давайте условимся, что в данном видео все эти понятия и сущности мы просто обобщенно будем называть штампами. Итак, что же такое штампы? Штампы — это устоявшиеся шаблоны мышления, которые упрощают жизнь при разработке продукта, будь то... Штампы. Устоявшиеся шаблоны мышления, реализации произведений, сформированные популярными медиа. Давайте запишем. Это... Шаблоны мышления и реализации. Поведение сформированное. Популярными медиа.
Окей. Фильм, книга, история, игра, что угодно. Штампы могут присутствовать не только в сюжетной и нарративной составляющей, например, классическая фэнтези средневековья с магией и войной эльфов и гномов, но и в геймплейной части, даже в технической реализации могут быть штампы. Часто штампы могут быть предрассудками, сформированными из-за популярных медиа. Например, ежика часто изображают несущего на иголках грибочки или яблочки, хотя в реальности это совсем не так. Ежи никогда не носят на иголках пищу, они потрясающие охотники, и основной их рацион — это мелкие насекомые и ящерицы. Они могут даже забраться в курятник и разорить его ради пропитания. Решив добавить в игру ежа, вы, скорее всего, первым делом вспомните эти штампы. И, вероятно, способностью этого ежа будет сворачивание в клубок, дающий ему неуязвимость и скорость передвижения, как в Сонике. К сожалению, это не сделает вашу игру интересной и не вызовет у игрока никаких эмоций, потому что все это мы видели в сотне разных аналогов в совершенно разной интерпретации. Это приелось. Делать об этом игры неинтересно. В игры играют ради получения нового опыта, и именно новый опыт формирует у игрока эмоции. Начав изучать тему, вы можете найти в интернете интересные факты о ежах и потратив 3 минуты своего личного... Блин, ну я типа... Погоди-ка. Не, ну я в принципе... Погоди, тогда я понял. Подожди. Типа я понял. Все. Сейчас, подожди. Да. Если Кодзима будет создавать игру про ежа, то... Я даже не могу представить, что там будет. Но мне кажется, он ежика из тумана посмотрит, возьмет оттуда какие-то совершенно неочевидные вещи и всю эту идею так подэтовает, так подаст, что охереть можно будет. 100 часов духоты непонимания. Жанр в данной игре это по сути... Ну... Да, когда вы анализируете аналоги конкурентов на рынке, важнее изучить не игры по той же теме, а игры того же жанра, проверить, что в них привычного, что стоит оставить, а чем удивить игроков. Например, в шутерах есть шкала здоровья в интерфейсе, а в игре Dead Space индикатор состояния видны на костюме игрока. Ну да, тут, короче, так, штамп с иллюзией выбора в подобных играх всегда обусловлен выбором по типу да, нет и может быть, но по факту они отличаются малыми отличиями и всегда приводят к одному результату, либо двигать невидимый ползунок, который приводит к хорошей концовке, либо плохой. Но в данной игре они решили идти не от начала к концу, а от конца. Ну, короче, тут в чем? В данной игре они решили дать выбор левая дверь или правая.
которые ведут. Так. Ну, короче, Стэнли Parable. Ну, короче, как я это вот сейчас понял, когда вот писал это все. Обычно во всех играх тебе хотят дать иллюзию того, что сюжет построено как, ну, скажем, дерево, да, которое вот от каких-то выборов в начале идут совершенно разным ветвям сюжета, которые могут окончиться совершенно разными путями, совершенно разными вещами. Но по факту всегда они идут так, как ну не знаю, как скорее фонарные столбы, что ли, которые ведут по пути, как, например, скажем, ты выбираешь только лишь такие моменты, по какому проводу, так сказать, ты пойдешь. И в конечном итоге ты придешь только к двум каким-то знаменателям, ну максимум к 3. Это вот ты окажешься у светящегося фонаря, либо у разбитого, так сказать. Ну, если вот брать, к примеру, фонарные столбы, которые такие, ну ты понял, которые имеют вот так вот две лампы вот так вот, с этой и с этой, вот так. Но никак не дерево. Но Stanley Parable — это по сути реальное дерево, в котором ты изначально выбираешь только пойти по левой двери, которую говорит рассказчик, который тебе приказывает пойти рассказчик, либо по правому. Разработчик дает инструмент, а игрок этим инструментом сам прорубает себе путь к финалу. Да, ну типа. Он ведет за ручку игрока, а просто дает свободу выбора. Он не ведет за ручку игрока, а просто дает свободу выбора. Я не знаю, как объяснить свои мысли. Ну, она тут как-то совершенно такая, как бы это сказать. Ну, не знаю, если говорить об инструментах, типа, то я не знаю. Ну, пример тот же, скажем, ну, лопата, например, да? Разработчик тебе изначально дает только лишь лопату, у тебя выбор только лишь в какую сторону ты станешь, ну, копать, так сказать, да? Но по факту-то результат всегда будет один. Ты окажешься, ну, под землей, так сказать. Но как бы, ну, другого выбора-то нет, так сказать. Ну, так, другого результата нет. По факту результат один. Ты под землей.
И оттуда уже как бы, ну, состояние 2, типа, либо ты похоронен заживо, либо там, ну, не знаю, построил бункер, так сказать, либо живой, и все. Ну и все. Как бы так. Хотя, вот, подожди, а если вот так? С одной стороны, если, короче, ну, вот именно по инструментам. Ну, вот, короче, так, смотри. Короче, вот придумал, да, если приводить аналогии с лопатой, да. Не, хуйня. Не. Хуйня. Как-то с деревом и с фонарным столбом как-то все лучше. Как будто бы. Типа вот тебе вилка, что с ней делать, решай сам. Вот тебе варианты: дать леща, сломать колени. Ну типа. Ну тут больше надо как-то приземленно, по-другому. Ну давай тот же момент с дверями возьмем. Короче, просто не будем отходить далеко от вообще. Штамп с иллюзией выбора, да, скажем, на левое либо правое. Что по сути, в конечном итоге приведет к одной или той или иной, ну, к одной концовке, либо другой. А данная игра, она как бы нацелена именно на нелинейности. И изначально вот этот вот выбор правое либо левое дает тебе еще к большим каким-то разным вариантам. Нет, даже не, ну, слова какие-то вот такие более удачные стоит подобрать. Ну, в принципе, так, подожди. Штамп с иллюзией выбора в подобных играх всегда обусловлен выбором по типу да, нет и может быть, но по факту они отличаются малыми отличиями и всегда приводят к одному. К одному или другому результату. Как левая и правая дверь. Либо двигать невидимый ползунок, который приводит к хорошей концовке, либо плохой. Не, вот это вот лишнее. Но в данной игре они решили дать выбор левая дверь и правая уже в самом начале игры. И в последующем путь. И в последующем выборы левая либо правая только множатся и приводят к совершенно разным результатом. Как-то так, наверное, лучше написать. Но в данной игре не решили дать выбора левая дверь или правая в самом начале игры. И в последующем выборы левая либо правая только множатся, приводят к совершенно разным результатам. Так. Теперь давай насчет с этого. Штамп с играбельностью. Я бы назвал подобные игры неиграбельными, но они хотят выглядеть как раз таки наоборот, благодаря своим множествам концовок. Но
Путь, который нужно преодолеть, будет не так интересен, и в тот или иной момент всегда придет мысль, а зачем мне делать выбор на сей раз на 5-м часу игры с да на нет. Как бы тут сделать? Ладно, будет, пускай. Штамп с рассказчиком, который, по сути, никогда... Так, штамп с рассказчиком, который по сути никогда не участвует в игре, а только лишь служит инструментом повествования сюжета. В данной игре он является непосредственным участником игры, который старается влиять на действия. Игрока и выражает те или иные эмоции. Так. Вот просто так. Поставь там воинов. Зачем? Там воин. Запал в душу, да? Понравился, да? Личного времени на изучение первых страниц поисковой системы, вы найдете неклишированные факты о ежах, позволяющие сформировать нетипичные игровые ситуации в вашей концепции. Например, вы можете узнать, что ежи почти неуязвимы к ядам, но могут умереть от коровьего молока, потому что у них непереносимость лактозы. И уже на этом вы можете строить интересные механики, раскрывающие функционал ежа и переосмысливающие этот образ. Так почему же штампы продолжают использовать? В этом отрывке видео мы разберемся, как штампы экономят ресурсы, как быстро за 2 минуты собрать концепцию полностью из штампов, какие у него будут минусы, а также как обосновывать свои геймдизайнерские решения относительно штампов. Так почему же их продолжают использовать? Ответ прост: это дешево. Это дешево с точки зрения затраты ресурсов на реализацию технологий, то есть не надо изобретать новые механики, не надо придумывать полностью новые истории. Также это дешево для нашего мозга. Мозг всегда стремится экономить ресурсы. Он выдает нам уже известные паттерны из клише и стереотипов для экономии ресурсов, и он всегда ищет легкие пути. К примеру, мы можем собрать инди-хоррор исключительно из штампов, доставая их случайно, будто из лототрона. Что же в этом инди-хорроре может быть? Определенно, это будет ночь, и у нас будет фонарик. Фонарик, конечно же, будет быстро садиться и вынуждать нас искать батарейки. Скорее всего, у игрока не ловит сеть, и он находится в какой-нибудь заброшенной больнице или лесу. Наверное, он попал туда на машине, и она не заводится. И нам, естественно, надо идти в гущу событий и решать разные головоломки, чтобы вызвать помощь. Какие головоломки? Ну, наверное, поиск ключей или поиск вентилей, разбросанных по всей округе. Возможно, нам надо найти электрощиток, чтобы связаться с полицией, потому что не можем зарядить телефон. Но вот нам кажется, что игра слишком короткая и простая, поэтому к поиску электрощитка мы добавляем поиск предохранителей, которые тоже разбросаны по всей округе. Потом мы вспоминаем, что в нашей игре совершенно нет никакого нарратива,
Поэтому мы пишем какую-то предысторию, раскидываем ее на листочках тоже по всей округе и заставляем игрока за ними ходить, растягивая хронометраж. А потом мы вспоминаем, что изначально делали хоррор, а игроку все еще не страшно. Поэтому там сям накидаем по уровню скриптов со скримерами и добавим какого-нибудь аишника, который патрулирует локацию и преследует игрока. Получается все, концепт готов, его можно идти реализовывать. Можно, конечно, но зачем? Будет ли в это интересно играть? Лично вы потратили бы свое время на этот проект? Купили бы вы его? Скорее всего, нет. В этом примере нет совершенно ничего нового, и аналогичных проектов на рынок каждый день вываливается десятками. Там они и теряются. Эта идея слаба на базовом уровне, а ее описание максимально обобщенное. Поэтому всегда спрашивайте у себя, почему в мою задумку будет интересно играть. Как я вызову у игрока эмоции. У каждого штампа есть свой функционал. В этом блоке вы разберетесь, какие проблемы решают штампы и как найти им применение. На самом деле штампы не являются чем-то бесполезным и присутствуют везде. Больше бедой является неумение грамотно интегрировать их в свой проект. Изначально штампы появились для решения какой-то задачи. Поэтому вытянуть абсолютно все штампы из своего проекта не получится. Иногда это даже и не нужно. Обоснованные и лаконично вписанные штампы хорошо справляются с поставленной задачей, поэтому их, как и все остальные узлы в проекте, необходимо проверять на связь с управляющей идеей. Вот, к примеру, скримеры, которые есть почти в каждом хорроре. Темнота нагнетает атмосферу и на инстинктивном уровне заставляет додумывать неизвестную угрозу. А тусклый луч фонарика заставляет игрока вглядываться в середину экрана, а потом испугаться от внезапного скримера. Нагнетать атмосферу и заставлять вглядываться в монитор можно и другими способами. Если вы четко понимаете, какая перед вами стоит задача, вы можете найти более актуальные и лаконичные решения. В качестве примера, я думаю, многие узнают кадр из этой игры. Суть ее в чем? Она притворяется лабиринтом, где надо курсором провести Ты про хорроры? Ну да, ну да. от начала уровня до конца, после чего вы переходите на следующий уровень. Вначале она простая, но к концу, как видите, лабиринт сужается и заставляет игрока ближе пристраиваться к экрану, вглядываться и сосредотачиваться. Но на третьем уровне, вместо перехода на следующий, нас встречает скример с громким звуком. Поэтому эта простая игра обрела достаточно большую популярность и известность благодаря видео с очень яркой реакцией игроков. Также можем вспомнить штампы хэппи-баров и инвентаря персонажа. Когда дело касается реализации, разработчику может показаться, что персонажу нужен инвентарь. И, переходя к разработке, он приходит к самому банальному представлению этого инвентаря. Кстати, я вспомнил, знаешь, еще про какую игру? 12 минут. Помнишь такую игру? 12 минут. Там как бы тоже идет разрыв шаблона в плане сюжета. Ну, хотя нет. Там как-то, ну, там вариативность как будто бы есть, но по факту там он иллюзорный как таковой все равно. Он очень иллюзорный. Ну, это если вот говорить про штампы в играх по той же теме, приходит, например, штамп вот реально с... Вот с этого 12 минут. День сурка, да. Там в играх по той же теме. Ой, блин. Напугало. Ты чё? Лохматая. Так, ну-ка. В голове при упоминании инвентаря персонажа. Либо же это приводит к тому, что автор добавляет микромеханики по менеджменту этого инвентаря, и это часто может сбивать фокус с ядра концепции. После популярности Resident Evil шутки на тему менеджмента инвентаря дошли до того, что была создана отдельная игра. В ней от Resident Evil оставили только инвентарь без существенных изменений. Игра Safe Room ощущается целостной, и это некий пазл по менеджменту инвентаря. Это наглядный пример того, как до абсурда доводится переосмысление штампов и превращается в полноценный продукт, в который интересно поиграть. Поэтому, если вы четко понимаете, какая перед вами задача, вы можете не брать штампы, а подумать над
над более интересным решением этой проблемы. А если же все-таки берете штампы, то можете придумать более нетипичный способ их интеграции в проект. В этом блоке вы разберетесь, как находить штампы в своей задумке и как их анализировать, а также определитесь с тем, что именно является уникальной концепцией и что вам делать, когда от вас просят придумать что-то новое. Штампы находятся лишь в сравнении, и для этого вам нужно изучить референсы, аналоги и конкурентов вашего продукта на рынке, уже существующие. И поверьте, их найдется огромное количество к абсолютно любой вашей задумке. В той или иной степени было придумано уже все, поэтому на 100% уникальной концепции вы никогда не придумаете, и чтобы найти штамп, вы должны найти схожие элементы в жанре, или же в какой-то иной идее, в нарративе, в механике. Это и будет тем самым штампом. Например, сейчас везде стараются добавить сбор какого-то лута для создания какого-то крафта. При этом крафт совершенно банальный и зачастую не является фокусом концепции. И это все приводит к тому, что просто собери 2 Платина в этой игре в какой? миксе, вы никогда не думаете что-то новое. Штампы находятся лишь в сравнении. Можете не брать штампы, а в этом блоке вы разберетесь, как находить штампы в своей задумке и как их анализировать, а также определитесь с тем, что именно является уникальной концепцией и что вам делать, когда от вас просят придумать что-то новое. Давайте Штампы послушаем, да. находятся лишь в сравнении, и для этого вам нужно изучить референсы, аналоги и конкурентов вашего продукта на рынке, уже существующие. И поверьте, их найдется огромное количество к абсолютно любой вашей задумке. В той или иной степени было придумано уже Не, все, ну, поэтому на 100% проблема- уникальной концепции Save Room. Это прям отдельная игра. вы никогда не придумаете. Ну, проблема игры Stanley Parable в плане штампов по той же теме, к примеру, да, найти очень сложно. Это пипец как сложно. И как, ну, как будто бы игр, которые, ну, игр, в которой теме находится такая штука, как герой против рассказчика, как бы-то нет на самом деле. Или их прям мало. Ну вот, кстати, сразу можно было бы здесь написать такую штуку, что... Дай-ка вот тут пока стеремся. То, что штампы, темы и проблемы медийного пространства в том, что... Ну-ка, сейчас. Там была написана такая тема, что... Штампы, темы и проблемы медийного пространства, помимо игры и взаимодействия с СМИ, произведениями искусства, к примеру, мы привыкли, что пришельцы составляют круги на полях. А что если таким образом земная флора, как разумный организм, пишет что-то? Ну окей, так, ну, как по мне, в плане медийного пространства, да, то, что... Медийное пространство и СМИ в целом зачастую очень медийное пространство и СМИ зачастую ставят ошибочные референсы и очень часто натягивают тему той или иной игры насильно. К примеру, тема этот бэксаунд сводит меня с ума на репите. Ну а чё? Стэнли знал офис как свои 5 пальцев. И, конечно, он вскоре найдет всех остальных. Это лишь вопрос времени. Это только вопрос времени. Оказавшись перед 2 открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в переговорная, была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз Нет, может налево полюбоваться пойти в ею. следующий раз.
Находясь в этом чудесном помещении, Стэнли вдруг понял, Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Да, вернемся. И пройдя через служебное помещение, Стэнли направился к двери напротив, с тем, чтобы вернуться на правильный путь. Переговорной тоже никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить Вот ситуацию. ублюдок. Его бесит вот это вот комната, он взял ее просто забил гвоздями. Чтобы я не мог зайти. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся Замуровал, наверх к кабинету директора. Но Стэнли испугался. Он подумал, начальник увидит его и уволит за то, что он не работает. Зачем в это непростое с экономической точки зрения время так рисковать? Просто потому, что Стэнли показалось, что все вдруг исчезли. Директор бы решил, что он спятил. И тут Стэнли осенило. «Может быть, — сказал он себе, — я и правда сошел с ума. Разве могли все вот так просто взять и исчезнуть, без всяких на то причин? Нет, все это полная чушь». Он решил Продолжая обыграть размышлять об этом, сумасшествие. Стэнли стал замечать и другие странности. Например, когда он посмотрел на пол, то не увидел своих ног. И почему двери сами закрывались у него за спиной? И если на то пошло, то эти помещения были слишком одинаковыми. Не повторялись ли они? «Нет-нет», — сказал Стэнли сам себе. «Это было бы совсем странно. Такого не может быть в реальности». И тут он осознал, что происходит с ним. «Я же просто сплю!» — закричал он. «Это все только сон!» Ну и слава богу, Стэнли вздохнул с облегчением, найдя, наконец, объяснение всем этим странностям. Все были на месте, никто его не уволит, и он не сошел с ума. «Должно быть, я скоро проснусь», — думал он, «и вернусь к своей скучной работе по нажатию кнопок. Так что пока я тут, надо пользоваться моментом». Стэнли представил, что он умеет летать, и принялся парить над землей. Потом пошел дальше и вообразил себя в космосе посреди звездного облака, и все это появилось. Это было так здорово. Стэнли был так рад, что Я все начал еще летать спит. потихоньку. Удивительно, что сон такой ясный. Потом ему в голову пришел один странный вопрос. Он был так восхищен всем происходящим, что раньше не подумал об этом. Что это за голос в моей голове, который все время описывает, что я делаю или о чем я думаю? Сейчас голос описывал то, как Стэнли задумывается о нем и находит это странным. Мне снится сон про голос, который говорит о том, что я думаю о том, что он все время говорит про то, о чем я думаю, подумал Стэнли. И хотя Стэнли, полагая, что спит, спрашивал себя, а что, если и другие люди слышат этот голос, когда они спят? На самом-то деле, это был совсем не сон. Как же это могло быть? Может быть, он обманывал себя, понимая, что во сне ему не нужно отвечать ни за какие Мои поступки. ножницы берете, Но да? Стэнли не спал, и сознание его было ясным. И теперь он был напуган голосом, говорящим эти слова. Ведь он был абсолютно уверен, что все это был сон. То есть голос видел и эти звезды, и как он летал сквозь них пару минут назад. Иначе как бы он все это рассказывал? Значит, этот голос был частью Стэнли. Ну, конечно, нужно только доказать, что Стэнли держит ситуацию под контролем. И все это было сном. Стэнли медленно закрыл глаза и настроился на пробуждение. Он почувствовал легкий вес одеяла на себе и упругость матраса. Он ощутил дуновение свежего воздуха из открытого окна. «Пусть я проснусь», — подумал он. «Все это был сон. Я хочу, чтобы он закончился. Я вернусь на работу и буду снова нажимать на кнопки. Пусть будет так, это все, что мне нужно. Я хочу свою квартиру, жену и работу. Все, что мне нужно, это жить так, как я всегда жил. У меня нормальная жизнь, я тоже нормальный. Все хорошо. Я нормальный».
Стэнли пронзительно закричал. «Умоляю, кто-нибудь, разбудите меня! Меня зовут Стэнли, я директор, я работаю в офисе, я настоящий! Кто-нибудь меня слышит? Кто я? Кто я?» И потом все почернело. Блин, рассказчик, конечно... Это Не, история актер звучит женщины крутой. по имени Мариэлла. Мариэлла проснулась у себя дома, она встала, оделась, взяла свою сумку и пошла на работу. Но именно в этот день ее променад был прерван появлением странного мужчины, который шел по улице, разговаривая сам с собой, иногда срываясь на крик, и неожиданно упал замертво на тротуар. Мариэлла позвонила в скорую и какое-то время стояла и рассматривала странного человека. «Очевидно, он был сумасшедшим», — подумала она. «Все знают, как выглядят сумасшедшие». Потом женщина подумала, как же хорошо, что она нормальная. Я в здравом уме, я все понимаю, я отличаю реальность от выдумки. Было хорошо осознавать это. То есть в каком-то смысле этот несчастный делал счастливее ее. Но тут она вспомнила, что в этот день у нее запланирована важная встреча с очень важными людьми, от которых зависела ее карьера, а может быть и вся дальнейшая жизнь. Нужно было бежать. Поэтому она простояла рядом с телом еще несколько секунд и, повернувшись, зашагала прочь. Но она стоит. Окей. Это прикольно, конечно. Так, погодите, кстати, стойте. Блин. Так, подожди, вот давайте-ка вот тут посмотрим. Игры похожи на Stanley Parable, да? Ага. Так, большую часть игры вы просто гуляете по офисному зданию, изучаете обстановку вокруг, периодически натыкаясь на пасхалки, различные забавности, и все это сопровождается остроумными комментариями рассказчика за кадром. В этой подборке мы расскажем игры, схожие с Stanley Parable как в плане жанра, так и в плане атмосферы, по элементы геймплея, разветвленности сюжета и особенности его подачи. Если вы считаете, что мы обделились вниманием какую-то достойную игру... И тут Firewatch. Ну да, ну да. Firewatch тут, конечно, блин, очень похож, конечно. Firewatch, симулятор ходьбы, ну, чисто поэтому, наверное, с сложными персонажами, увлекательным миром, полным загадок, действие игры происходит насрать. Как и в Stanley Parable, здесь присутствует решение сложных головоломок, исследование мира, но в основном внимание уделяется взаимоотношениям. Вот это вот реально, типа, является проблемой медийного пространства и СМИ как таковой. Ну, правда, это полная туфта.
Пойду уже спать, рубить жестко начинает. Но я тоже скоро сейчас пойду спать. Но просто вот эти вот штампы стоит дописать, скорее всего. Дотерплю тогда, хорошо. Штампы в играх по той же теме. Игры. Уникальность случая. Блин. Я нашел. Отзеркалил. Уникальность случая. Темы. Так, какие фильмы были? Сюжет, герой против рассказчика. Ну, не знаю, бойцовский клуб такая себе. Но только если, типа, Тайлера Дёрдена как-то ну, как рассказчика выдвигать, ну, такое, не знаю. Подожди, а если тему другую сделать? То есть, может, я тогда смогу что-то найти? Тема не герой против рассказчика, а, например, ну, типа, плохой рассказчик или ненадежный рассказчик. Уникальный случай темы стали параболами на герой против рассказчика. В играх не проскальзывает, разве что в фильмах и книгах. Например, блин, я помню, какой-то фильм такой был. Там, короче, главный герой прям слышал рассказчика. И тот прям такой рассказывает о том, что вот, типа, Джефф стоит, чистит зубы, но он не подозревает о том, что он умрет, типа, утром в четверг или что-то в этом роде. И он такой, типа, что, блядь? Типа, охуевает жестко. Кто это говорит, типа, и так далее. И дальше рассказчик, типа, говорит, ну, там, описывает все это.
А потом дальше оказывается, что фильм, точнее, что есть писатель, который пишет о жизни этого чувака, и все, что она пишет, ну, случается с ним. И вот эти вот монологи рассказчика с этим главным героем также описываются в книге. То есть прям в точности происходит все. Но прикол в том, что чел прорывается сквозь рамки рассказа и добирается до автора книги. И там происходит вот именно так, типа вот такая вот штука. Ну, как этот фильм назывался? Так. Шоу Трумана. Ну, в принципе, да. Почему бы нет? Но, окей, ну ладно. Так. Фильм, в котором герой является персонажем книги. Вот, по-моему, оно. Да. Фильм называется «Персонаж». Так и называется, «Персонаж». Так, вот, давайте-ка сейчас описание. Фильм повествует о жизни Гарольда Крика, налогового инспектора. Гарольд ведет чрезвычайно монотонную жизнь, встает и ложится спать в одно и то же время, и даже считает движение зубной щетки, когда чистит зубы. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует его действия. Гарольд обращается за помощью к психиатру, но диагноз шизофрении его не устраивает, и он понимает, что с ним происходит нечто другое. Психиатр рекомендует Гарольду обратиться к специалисту в области литературы. Джулс Хилберт, профессор литературы, пытается помочь Гарольду. Ну, что-то типа да. Ну вот, короче, вот так поставим.
Ну и все. По сути... Но тема как ненадежный рассказчик, это... Ну, если так посмотреть, это больше... Знаешь, про чё? Ну, в принципе, как будто закончили, да. Но хочется подытожить такую штуку, что... Сочиняли всем селом, да. Нормально. Но, подожди-ка. Так, штампы прошли. Так, элеватор пич есть. О, слушай, а мы можем прям практическую работу закончить уже, потому что осталась последняя тема. Так, элеватор пич. Что если игрок решит не идти по сюжету игры, а разработчик тем временем сможет мешать ему уходить от него? Нет, даже не так. Вот элеватор пич по сути является вот именно сюжет, это тропинка, которую положил разработчик игры. А игрок это путник, который волен идти в лес. Но игрок и разработчик идут вместе, поэтому во время пути происходит разногласие. Это оно. Ну, пускай так. Хотя вот это вот, подожди-ка, вот это вот я просто скопирую. Вот это я копирую и вставляю сюда. Вот, пускай так, пускай так. Вот. Теперь дальше. В отдельном абзаце ответьте на вопрос, почему эта игра может быть интересна игрокам. Возможно, вы сами не поклонник этого жанра, но у игры есть целевая аудитория, и ваша задача определить, чем игра ее привлекает. В результате выполнения задания у вас получится деконструкция игры, от анализа механик до формулирования собственного питча и понимания, чем игра привлекает целевую аудиторию. Ну все, блин, это изи. Так, почему эта игра интересна, может быть интересна другим игрокам? Давай это захерачим куда-нибудь вот сюда наверх. Почему эта игра может быть интересна игрокам? Так, почему эта игра может быть интересна игрокам? Потому что эта игра действительно дает опыт нелинейности прохождения, дает опыт нелинейности, потому что нелинейности сюжета, когда игроки часто игроки жалуются на то, что сюжет предсказуем и всегда ведет к плохой или хорошей концовке. Часто игроки жалуются на то, что сюжет предсказуем всегда ведет к плохой и хорошей или хорошей концовке.
Но данная игра разрывает эти шаблоны и даже ведет непосредственный диалог с игроком на тему «Почему же ты не хочешь идти по моему сюжету?» Вот. Нормально вроде. Одно это является сильным одно это является что еще? Манок Хухан. Тебе тетрадку купить надо, да? Все. Так, сейчас тогда будем потихоньку заканчивать. И я отправлю все это дело сейчас, вот этот весь текст объемный, в рабочую тетрадь. Вот сюда. И мы, соответственно, выполним практическую работу. Да, черт побери. Да. Это заебизон. Это заебизон. Хорошо поработали. Ну, давайте-ка подумаем насчет завтра. В принципе, если это было заебись, то я думаю, мы можем завтра продолжить. Если мне, конечно же... Ну, короче, все будет зависеть от того, как быстро нам ответит куратор. Скорее всего, завтра он, не ответит, либо послезавтра это случится. И мы после ответа уже сможем продолжить дальше двигаться по данной теме. Завтра он охуеет. Ну, да, наверное. Да, наверное. Не то чтобы, наверное. Скорее всего. Ну, во-первых, он охуеет с того, что я, типа, пропал на 1 год. Во-вторых, он охуеет с того, что, типа... Мы много написали, да. Ну, опять же, я не знаю, я смотрю на текст и думаю о том, что как будто бы ничего лишнего не написано. Конкретно все, типа, без какой-то воды, все написали как будто бы. То есть, управляющие идеи и тому прочее, все разбили вот прямо вот так вот, конкретно по темам. И it's okay, как будто реально весь год срал. Да, как будто так. Короче, смотри, в чем прикол. Дальше. Дальше у нас такая тема. Как только мы заканчиваем полный курс геймдизайна, мы идем в технические основы разработки игр.
Либо мы идем отсюда уже вот сюда, в документацию. Потом игровой баланс и итоговый проект профессии геймдизайна. О, ну это охуеть как много. Но скорее всего вот так будем двигаться, наверное. Ну посмотрим, как пойдет. Но это была первая практическая работа. То есть, в принципе, первая практическая работа выполнена на сегодня. Ну или скорее вторая. Первая уже мною было сдано. Это вот введение в геймдизайне, по-моему. Но он от меня тут требовал что-то. Надо дополнить классификацию игр, а также советую перейти на работу с онлайн-сервисом Google Doc, потому что... Бляха-муха. It's okay. Окей. Окей, ладно, я с ним, короче, разберусь потом. Ладно. It's okay. В общем, да. Короче, сделала сегодня все нужное. Завтра... Ну, завтра, может быть, практическую работу сделаем вместе. Вот именно по вот тому, что я показал. Вот этой штуки. Ну, тут как бы что? Что тут написано? Так, это не то. Вот, рассказ о себе. Вот тут. Представьтесь и кратко расскажите о себе, чем вы занимаетесь, почему решили пройти курс, какие навыки ожидаете приобрести на курсе, есть ли какие-то интересные игры и почему, какие из них вам нравятся. Составьте список минимум из 10 видов игр. Ну, в принципе, интересная тема. Можно будет этим завтра заняться. Почему бы и нет? Ну, уделим этому какое-то время. Вообще не посидим. А потом, да, поиграем во что-нибудь. Ну, к примеру, тот же Oxygen, not included, наверное. В принципе, планы на завтра есть. И давайте-ка пока на этом закончим. Завтра увидимся. Да. Завтра увидимся. Переходите в планах создать проект. Ну, типа, да. Скорее в планах создать какую-то, ну, создавать уникальные игры. В планах расшевелить это дерьмо в игровой индустрии, так сказать. Что-то в этом роде. Да. Шевелись дерьмо. Ладно. Так. Заходите в этот телегу. Там я, если что, нужные, но актуальные приглашения на стримчанские вылаживаю. И, пожалуй, на этом все. Да. Все. Ладно, что-то я затянул с прощаниями. Все. Всем спокойной ночи и сладких снов. Пока-пока.